Спасибо большое. Начинаем работу нашего семинара. Вы получили программки, там видели, да, что мы сейчас работаем в рамках докладов. В 12 часов будет обед, и обед будет здесь, в 8-м корпусе. Просто спускайтесь в подвальное помещение, там он будет уже накрыт. То есть нам нужно в этом соблюдать регламент. Угу, товарищи докладчики. Потом мы в час продолжаем работу. Мы спланировали как видеоконференц-связь, но уже там 2 региона, тот же Калининград и так далее, они сказали, что может получиться, может нет, но мы посмотрим, да? Сейчас у нас ведется прямая трансляция в Ютубе, к нам регистрировались в заочном участии Северобайкальск, Муя, Вау, еще ряд районов, да, Тунка, Ака, очно и заочно здесь присутствуют. Поэтому здесь в этом отношении мы постарались вот это использовать. Следующий момент заключается в том, что у нас сегодняшний, вот сейчас, у нас собралось 53 участника семинара. Я думаю, что семинар уже может считать состоявшимся. Сборники вышли, пока вот я еще раз говорю, что они прямо из-под пресса, их 30 штук принесли сейчас, да, поэтому мы сделаем таким образом. Все авторы сборники, то есть тот, кто присутствует авторы, они, конечно, получают сразу, а те школы, которые несколько периодов получат один сборник на школу, а потом мы дошлем, потому что их заложено 130 экземпляров, дошлем все, что необходимо для школ. Поэтому начинаем работу. Слово предоставляется для первого доклада Дамбуевой Альбине Борисовне, Республиканский центр обработки информации и оценки. Извините, сейчас я скажу, что модератором сегодняшнего круглого стола межрегионального семинара будет Даласова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент. Она была как раз ответственна за создание сборника. Поэтому слово представляет Дамбуевой Альбине Борисовне, региональный центр обработки информатики и оценки качества, начальник отдела оценки качества образования, кандидат физико-математических наук, доцент, модель идентификации школ с низкими образовательными результатами в региональной системе образования. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники семинара. Позвольте предложить вашему вниманию модель идентификации школ с низкими образовательными результатами в региональной системе образования. Актуальность разработки данной модели обусловлена тем, что на сегодняшний день на федеральном уровне нет документации, нормативной документации, которая позволила бы выявить эти проблемные школы и организовать последующую работу. Поэтому полномочия по определению, по выявлению школ с низкими образовательными результатами переданы полностью регионам, и каждый регион в этом направлении работает самостоятельно. То есть выявляет критерии, определяет необходимые показатели для того, чтобы выявить школы с низкими образовательными результатами. Хочу отметить, что данная модель неоднократно обсуждалась на заседаниях рабочей группы по повышению качества образования в Министерстве образования и науки Республики Бурятия, также на выездных семинарах в муниципалитеты, на заседании Общественного совета Министерства образования и науки Республики Бурятия. И 28 февраля 2018 года эта модель была принята к утверждению и утверждена приказом министра образования и науки Республики Бурятия Жалсановым Баиром Батыровичем и принята как основа, которая позволяет выявлять те самые проблемные школы. Прежде всего, конечно же, хочется отметить то, что в самом начале, когда начиналась работа по выявлению школ с низкими результатами, в основу был положен линейный принцип организации этой работы. То есть для того, чтобы выявить те или иные школы, относятся ли они к школам с низкими результатами, использовался во всех регионах Федерации показатель средний балл ЕГЭ по России и средний балл ЕГЭ по региону. Сравнивались средний балл ЕГЭ по школе со среднереспубликанскими и среднероссийскими значениями. И если вдруг школа оказывалась, имеет ниже балл, то, следовательно, она относилась к школам с низкими результатами. Но, как показали дальнейшие исследования, этот линейный принцип не оправдал, и поэтому было предложено использовать в основу все-таки идентификации школ с низкими результатами, положить кластерный подход, который бы позволял учитывать разные контекстные условия, в которых находится школа, материально-техническое обеспечение и так далее. То есть появилась возможность использовать внести новые показатели. Тем более, как показали результаты
те школы, которые находились в школах с низкими результатами, показывали стабильные результаты по другим мониторинговым исследованиям, таким как ОГЭ, ВПР и так далее. И поэтому, конечно же, Министерство образования предложило разработать такую вот модель, которая бы позволяла учитывать все эти параметры. Самое первое, что означает кластерный подход? Мы предположили, что прежде всего необходимо учесть те уровни образования, которые выделены в федеральном законе. Мы знаем, что есть общее образование, в общем образовании выделяется 3 основных уровня: среднее образование, основное образование и начальное образование. И поэтому мы предположили, что, конечно же, каждая школа, средняя общеобразовательная или начальная общеобразовательная, находится в разных условиях, и поэтому предположили, что необходимо все-таки кластеризацию начать именно с этого, с уровня образования, и выделить 3 основные большие группы: средние общеобразовательные, основные общеобразовательные и начальные общеобразовательные школы. Затем, конечно же, когда мы начали работу над этой моделью, то понятно, что сельская школа, сельская средняя общеобразовательная школа и городская общеобразовательная школа — это разные школы, поскольку учащиеся городских школ, конечно же, имеют, несомненно, больше ресурсов в части организации своей предметной подготовки. Не только учитель может им помочь, но и они могут обратиться к репетиторам, могут обратиться в центры довузовской подготовки и так далее. И поэтому следующий уровень кластеризации мы предположили следующим. И предложили разделить каждый предыдущий уровень на подуровни. Городские инновационные школы, к этим школам мы отнесли все те школы, которые имеют в своем названии лицей, гимназия, углубленное изучение отдельных предметов и так далее. Городские общеобразовательные школы, то есть это все те, кто остальные школы: сельские инновационные школы, сельские общеобразовательные школы, вечерние школы, школы-интернаты и малокомплектные школы. Поскольку каждая школа находится в разных условиях, поэтому мы, конечно же, предположили, что те критерии, которые мы предложили, вот критерии отбора школ с низкими образовательными результатами, в данном случае на слайде представлены 6 критериев, которые учитывают не только результаты единого государственного экзамена, но и результаты основного государственного экзамена, а также всероссийской проверочной работы, а также результаты мониторинговых исследований регионального уровня. И поскольку на самом деле мы должны поощрять научно-исследовательскую деятельность учащихся, то мы решили ввести такой показатель, как доля учащихся, принимавших участие в научно-исследовательской деятельности. На самом деле, когда мы обсуждали эту модель в муниципалитетах, большое, скажем, признание получило именно вот то, что доля учащихся, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности, была учтена, поскольку в соответствии с новыми нормативными документами школа должна не только предметные результаты прививать, но и отрабатывать, но и такие, как умение работать с приборами и так далее, да, чего невозможно без научно-исследовательской деятельности. Поэтому вот основные, каждый критерий, допустим, вот доля выпускников, набравших балл ниже минимального по обязательным предметам, определяется в соответствии с 2 показателями: коэффициенты К1 и К2. Почему здесь 2 коэффициента? Поскольку 2 предмета обязательных: русский язык и математика. За основу мы, конечно же, взяли обязательные предметы русский язык и математика, поскольку если выбирать предметы по выбору, то мы не можем обеспечить релевантность выборки. И поэтому не можем гарантировать достоверность тех или иных полученных результатов. И не можем их распространить на весь регион в целом. Поэтому были взяты именно те предметы, которые сдаются учащимся в обязательном порядке. Это русский язык и математика. С учетом того, что первые 4 критерия мы предложили оценивать по 4-бальной шкале 0, 1, 2, 3. Каждая школа набирает определенное количество баллов, и по последующим 2 критериям идет 2-бальная система 0, 1. То есть
Все эти баллы, все данные, вот, которые указаны на данном слайде, каждая школа вносит в систему тест ВМ, которую мы разработали для проведения мониторинговых исследований. И по тем данным, которые школа ввела самостоятельно, производится расчет тех баллов, которые получает та или иная школа. Затем расчет пороговых показателей будет производиться ежегодно с учетом тех результатов, которые были получены на регионе. Понятно, что они могут быть стать и выше, а может быть стать ниже, и в связи с этим будут изменения пороговых показателей. С учетом того, что каждая школа, средняя, общеобразовательная, начальная или основная, я уже говорила, находится в разных условиях, мы предположили, что, возможно, разные школы будут набирать, конечно же, разные баллы. И поэтому мы произвели с отдела оценки качества образования предварительный расчет баллов по отдельным школам, которые входили в отдельные кластеры, и пришли к мнению, что каждая школа, пороговые показатели для разных видов школ могут быть следующими, которые указаны на слайде. Это для средних общеобразовательных школ. Таким образом, средняя общеобразовательная школа по итогам всех данных, по итогам всех 6 критериев может набрать 25 баллов максимально. Но при этом, допустим, если городская инновационная школа набирает меньше 20 баллов, то, соответственно, она будет относиться уже к школам с низкими образовательными результатами. Точно такой же расчет мы произвели, формулу расчета предложили для основной общеобразовательной школы. Здесь с учетом того, что эти учащиеся не сдают единый государственный экзамен, количество баллов сокращается до 12, и, соответственно, пороговые баллы тоже уменьшаются. Допустим, для городских школ, если она набирает менее 9 баллов, соответственно, она относится к школам с низкими образовательными результатами. В принципе, здесь мы можем сказать, что мы учли тот самый кластерный подход, когда при максимальном возможном 12 баллах городская школа должна набрать как минимум 9 баллов, и сельская школа 7 баллов. То есть практически не стопроцентное количество баллов должна набрать школа для того, чтобы не попасть в эту категорию. И для начальных общеобразовательных школ, с учетом того, что эти учащиеся не сдают единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, предельный балл получается равным 3. То есть только по итогам всероссийских проверочных работ и по итогам участия в научно-исследовательской деятельности. Ну, конечно же, хочется сказать, что когда школа попадает в список школ с низкими образовательными результатами, безусловно, она несет какие-то имиджевые потери. Но, тем не менее, хочется сказать, что на самом деле это не приговор для конкретной школы. Каждая школа может получить методическую поддержку у регионального центра обработки информации и оценки качества образования, в Министерстве образования и науки Республики Бурятия, в Республиканском институте образовательной политики, для того, чтобы в дальнейшем все-таки выйти на более качественный уровень и оказаться, так скажем, в зеленой зоне. Спасибо за внимание. Если есть вопросы какие-то, я могу ответить. Спасибо. Тогда мы договоримся таким образом. Сейчас вот. Спасибо. Да. Я приглашу Наталью Ивановну в президиум, чтобы мы регулировали все вопросы. Я думаю, что мы сделаем таким образом. Вы в вопросах собираете, у нас же все равно после обеда будет как раз вот тот час, который мы могли бы обсудить предложения какие-то. У вас в раздачном материале есть рекомендации семинара. Посмотрите, пожалуйста, что вы считаете необходимым дополнить и исправить, пожалуйста, вносите. Так. Не в этом здесь и оттуда видите, регулируйте. Слушай, вопросы? Все включайте. Уважаемые коллеги, следующий докладчик Виктория Борисовна Сыренова, заместитель директора регионального центра обработки информации. Тема доклада «Проект диаграммы как инструмент повышения качества школ с низкими образовательными результатами». Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад о проекте диаграмм ЕГЭ как инструмент повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами.
Одной из основных задач развития системы образования – это формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. На сегодняшний день приоритетным направлением является повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами. На федеральном уровне действенным инструментом повышения качества позиционируется проект «Я сдам ЕГЭ». Проект «Я сдам ЕГЭ» был разработан Федеральным институтом педагогических измерений совместно с издательством «Просвещение» в 2015 году. Цель проекта – повышение качества образования и знаний обучающихся и эффективная подготовка к сдаче единого государственного экзамена. В основу проекта был положен комплекс мероприятий по сопровождению руководителей образовательных организаций, учителей и школьников при подготовке к сдаче ЕГЭ. Ведущими специалистами в области педагогических измерений была разработана серия пособий, содержащие задания к экзаменам государственной итоговой аттестации. С самого начала проект представлял собой обширную программу достижения высоких образовательных результатов в рамках итоговой аттестации обучающихся. С учетом особенностей каждого региона. Он включает в себя анализ результатов аттестации и выявление заданий, вызвавших наибольшие затруднения в разных регионах и в целом по Российской Федерации. Несколько этапов диагностики уровня подготовленности обучающихся – это стартовая, промежуточная и итоговая. Проведение установочных и методических обучающихся семинаров для учителей в регионах по предметам и работу с родительской аудиторией в течение года. Комплексное использование возможностей проекта позволяет школьникам выявить главные проблемные темы и выстроить системную подготовку в соответствии с собственными образовательными потребностями. Это преодоление минимального порога баллов, подготовка к поступлению в вузы и получение высокого итогового балла. Разработчики пособий – это эксперты, напрямую работающие с контрольно-измерительными материалами и знакомы со спецификацией контрольно-измерительных материалов. Кроме этого, эксперты разрабатывают курсы, ежегодно обновляют задания, исходя из результатов прошедших итоговых испытаний, с учетом типичных ошибок участников ЕГЭ. Первыми участие в проекте «Я сдам ЕГЭ» приняли 6 регионов Северо-Кавказского федерального округа. Это Республика Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Северная Осетия, Алания. Для апробации проекта были разработаны модульные курсы по 3 предметам: русский язык, математика базового и профильного уровня, обществознание. По итогам ЕГЭ 2016 года апробация была признана успешной. В 2016-2017 учебном году проект «Я сдам ЕГЭ» получил новое развитие, расширилось количество регионов, участвующих в проекте, появились модульные курсы по всем предметам. Был разработан модульный курс по подготовке к сдаче основного государственного экзамена. Основные результаты реализации проекта были обсуждены в ходе работы конференции по оценке качества образования 3-5 июля 2017 года в городе Сочи. Руководством издательства «Просвещение» были презентованы результаты и намечены планы дальнейшей деятельности в данном направлении. Следующий. Республика Бурятия вступила в проект в 2017-2018 учебном году. На августовской конференции работников образования в ходе работы секции по оценке качества образования были высказаны рекомендации по усилению работы со школами с низкими образовательными результатами. Так, на федеральном уровне проект «Я сдам ЕГЭ» позиционировался как действенный инструмент повышения качества образования. И было принято решение провести апробацию в нашем регионе. В качестве пилотных для участия в проекте были избраны 3 района, с которым у Центра оценки качества образования есть соглашение о сотрудничестве. Это Акинский район, Тулькинский район и Джидинский район. Акинский район 6 образовательных организаций, из них 3 средние начальные школы, 3 средние, 2 начальные школы, 1 школа-интернат. Тулькинский район – это 26 образовательных организаций, из них
12 средних, 5 основных, 7 начальных, 1 вечерняя школа и 1 школа-интернат. И Джидинский район 28 образовательных организаций, из них 20 средних, 4 основных, 1 начальная, 1 гимназия и 2 вечерние школы. В соответствии с методикой отбора школ с низкими образовательными результатами, разработанной ГБУ, ЦОИ и ОКО и утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия 28 февраля 2018 года номер 272 в Республике, определен список школ с низкими образовательными результатами. В Акинском районе их 3, это 2 средние, в них обучается 674 человека, и 1 начальная школа, это 9 человек. В Тункинском районе 1 основная школа, 49 человек, и 6 начальных школ, 38 человек. В Джидинском районе 3 средние школы, это 219 человек, и 1 основная школа, 21 человек. Было принято решение о включении в проект всех образовательных организаций района, независимо от того, относятся они к школам СНОР, либо не относятся. Так как математика является обязательным предметом 2015 года, обязательным предметом при сдаче экзамена, и 2015 года она делится на базовую и профильную, было предложено сосредоточить свое внимание именно на этом предмете. В ноябре 2017 года был заключен договор с издательством «Просвещение» о сопровождении данного проекта. Получены учебные пособия и переданы в муниципалитету для самоподготовки выпускников. В начале апробации было проведено входное тестирование, по окончанию в мае 2018 года итоговое. В Акинском районе в проекте приняли участие 45 выпускников по математике и базовой, и профильной. В Тункинском районе 121 выпускник по математике базовой и 82 выпускника по математике профильной. В Джидинском районе 38 выпускников по математике базовой и 28 выпускников по математике профильной. Анализируя участие в проекте других регионов, становится ясно, что задания преимущественно рассчитаны на учеников, находящихся в зоне риска, которые могут не преодолеть минимальный порог. Используя дифференцированный подход на личностно-ориентированном характере обучения, задание данного пособия можно использовать, анализируя, было решено, что задание данного пособия можно использовать для учащихся с низкими образовательными результатами. И из опыта видно, что при подготовке к математике данный проект позволяет таким ученикам преодолеть минимальный порог при сдаче государственных экзаменов и получить аттестат. Приведем некоторые статистические данные, полученные в ходе проведения государственной итоговой аттестации 2018 года. На слайде видно три диаграммы. Здесь первая диаграмма – это количество выпускников, выбравших математику базовую за 2 года, это 2017 и 2018. В Акинском районе 39 человек, в Тункинском районе 139 человек, в Джидинском районе 100 человек. Математику профильную в Акинском районе выбрали 30 человек, в Тункинском районе 70 человек, в Джидинском районе 75 человек. Это данные за 2018 год. На диаграмме сравнительный анализ 17 и 18. Количество выпускников, набравших баллы, указаны в первой таблице. Далее во второй таблице указан средний балл по пятибалльной шкале. И в третьей диаграмме указаны количество участников, получивших неудовлетворительный балл. Анализируя данные диаграммы и таблицы, и статистические данные, наблюдается незначительная положительная динамика. В Акинском районе количество сдающих увеличилось, а количество участников, получивших неудовлетворительный балл, уменьшилось. В Тункинском районе количество участников уменьшилось, соответственно, уменьшилось и количество не преодолевших минимальный порог. В Джидинском районе количество участников уменьшилось, но значительно сократилось количество участников, получивших неудовлетворительный балл. Следующий слайд – количество выпускников, набравших баллы по математике профильной в сравнении с 2017 годом. На следующем слайде количество учащихся, получивших соответствующие баллы в данных диапазонах. То есть на диаграмме указаны диапазоны пороговые и количество учащихся по 2 годам, 17 и 18.
Минимальный порог по математике профиля в 2017-2018 году составил 27 баллов. Количество выпускников, набравших баллов в диапазоне от 21 до 30 баллов и перешедший минимальный порог в Акинском районе 11 человек, в Тункинском районе 5 человек, в Жидинском 4 человека. Доля участников, не перешедших минимальный порог в Акинском районе, составила 46,67%. Это 14 человек. В Джидинском районе 14,67%, это 11 человек. В Тункинском районе 21,43%, это 15 человек. В 2017 году количество участников, не перешедших минимальный порог, составило в Акинском районе 29,62%, это 8 человек, в Тункинском районе 14,86%, это 11 человек, и в Джидинском районе 14,49%, это 10 человек. Также необходимо отметить, что средний тестовый балл по республике в 2018 году ниже и составил 44,71. В 2017 году средний балл составлял 47,02. Средний тестовый балл в разрезе данных районов также ниже и составил в Акинском районе 24,37, в 2017 году было 32,4, в Тункинском районе 37,86, в 2017 году было 45,38, в Джидинском районе 41,72, а в 2017 году было 43,67. Таким образом, если в Джидинском районе средний балл коррелируется с общереспубликанскими данными, то в Акинском и Тункинском районе процент неуспеваемости выше. Такому результату могут способствовать разные факторы, в том числе усиление контроля за сдачей экзамена и повышение объективности. Как положительный момент хотелось бы отметить безусловное увеличение количества выпускников, сдавших экзамен в диапазоне от 31 до 50 баллов. Если рассматривать структуру КИН, то в 2018 году контрольно-измерительный материал по математике профильный, так же как и в предыдущие годы, состоит из 2 частей и содержит 19 заданий. Хорошо, я тогда описание задания опущу. Хотелось бы отметить, что анализируя результаты основного периода кампании ГИА 2018 года, получены результаты и подведены итоги. И своими впечатлениями поделился выпускник КРНской школы, это в Тункинском районе, участвовавший в апробации проекта «Я сдам ЕГЭ». Он по себе отметил, что работая вместе с учителем и пособиями смог выделить проблемные зоны и выстроить подготовку таким образом, чтобы материал был усвоен и в последующем на ЕГЭ подобные задания не вызвали затруднений. Таким образом, можно сказать, что участие в проекте позволило выпускникам лучше подготовиться к сдаче экзаменов, избежать типичных ошибок и более детально ознакомиться с структурой КИМов. И в завершение хочу сказать, что данную работу мы хотим продолжить в этом году и хотим расширить предметы. То есть, если в прошлом учебном году мы использовали только математику базовую и профильную, в этом году мы, скорее всего, включим еще дополнительный предмет русский язык. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, делали вы отдельный анализ по детям группы риска, то есть, чтобы посмотреть, эффективно ли было занятие с данным объектом, пособие или нет? И если эффективно, то в какой степени можно было это оценить? То есть именно дети, которые рисковали не сдать ЕГЭ. Потому что цифра, которую вы назвали, 14-15 человек довольно большие. Да. Подобный анализ мы проводили, конечно же, исходя из анализа и данных проведенной апробации, мы поэтому и решили в этом учебном году работу с проектом «Я сдам ЕГЭ» начать чуть раньше, чем в прошлом году. В прошлом году, к сожалению, мы начали ее к концу первого полугодия. И поэтому, да, анализ мы провели и работу мы проводили. Анализ показал, что действительно те дети, которые занимались с проектом, с данным учебным пособием, те, которые находились в зоне риска, они преодолели порог.
То есть в сравнении с прошлым годом. То есть это те дети, которые не занимались? Да. Следующий докладчик. Следующий докладчик Светлана Степановна Инхилова, доктор филологических наук, профессор Брянского государственного университета. Тема доклада – технологии коммуникативно-деятельностных подходов преподавания литературы. Я приветствую собравшихся. Действительно, сегодняшний семинар посвящен технологиям достижения образовательных результатов, поэтому мне дали сейчас слово. Мой доклад является итогом курсов повышения квалификации нашего Бурятского республиканского института образовательной политики, где мы провели не так давно курсы для учителей из школ с низкими образовательными результатами на тему развития читательской компетентности. И последние летние курсы были как раз посвящены коммуникативно-деятельностному подходу преподавания литературы. И я была очень рада, когда на курсе записалось 50 человек, и это были действительно практически все школы нашей республики. Коммуникативно-деятельностный подход к обучению предлагает учебное сотрудничество, в котором заинтересованы как обучающие, так и обучаемые. Благодаря диалоговому характеру подход формирует умение вступать в отношения с любым источником знаний, умений, навыков, прежде всего с учителем, как с их транслятором, а также с научным и учебным текстом. Вообще все тексты коммуникативны по своей природе, но литературный, художественный текст, он, конечно же, преподаватели и словесники особенно это понимают, особенно отвечают этому подходу, потому что художественный текст учащиеся изучают, анализируют, объясняют, но еще и эмоционально воспринимают. И эти два аспекта, познавательные и эстетические, требуют от учителя словесника обращения к эмоциональной сфере учащихся, подключения к процессу фантазии, ассоциативного мышления, всего того, что в большей степени относится к сфере не интеллекта, а эмоций, воображения, творчества. И этому помогает учет коммуникативной связи этой всей цепочки коммуникативного общения, то есть автор, текст, читатель. И теория коммуникативной природы художественного произведения лежит в основе технологий, отвечающих требованиям современного образования. Так, технологии литературного образования объединены общей целью, выходом к тому, что хотел сказать автор, через анализ, через восприятие читателя. И я бы назвала две такие технологии, которые, в общем-то, используют учителя не только литературы и русского языка. Это разработанное Худорским эвристическое обучение, образовательная технология, которая позволяет найти достаточно адекватные приемы методы разработки школьных уроков. Возможность теоретического подхода, я думаю, многие из вас их знают, основан на том, что конкретные образовательные результаты не определены заранее, а получены в результате открытия нового знания. Эвристика – это открытие нового. Для этого нужна эвристическая образовательная ситуация, когда спонтанно или организуемая учителем ситуация требует своего разрешения через эвристическую деятельность учащегося. И получается образовательный продукт. Он непредсказуем, просто педагог задает технологию деятельности учеников. Я думаю, подробно об этом, может быть, и не стоит говорить, а вот на примере изучения литературы, литературного произведения можно показать, как составляется вот такая технология эвристического обучения. В процессе образовательного движения учеников составляется карта памяти, строится она на визуализации мышления, альтернативной записи,
Ученики собирают представления, смыслы, ассоциации в такой последовательности, этимологический анализ, поиск аналогии с других предметных областей, выявление общего смысла, создание объемного представления о понятии, синтез полученных знаний. Ну, пример. Изучая поэзию Есенина, учитель может создать, причем создается эта ситуация как открытое задание, очень точно соответствующее самому предмету изучения. Ну, вот такая ситуация. Почему образы природы в творчестве поэта существенно отличаются от реальных, жизненных картин природы? И работая с понятиями образ в искусстве, картины природы в поэзии, поэтическое видение мира, ученики во время чтения стихотворений записывают мысли, чувства, ассоциации, выстраивают визуальные образы и составляется ментальная карта. В ней содержится новое решение, то есть то, которое предлагают учащиеся в этой работе, и записывается в ментальной карте. Наблюдения, ассоциации, мысли, чувства, фиксация визуальных образов. Каждый ученик или группа составляет такую ментальную карту и ее защищает. Ну, например, в хрестоматийных стихотворениях «Белая береза», «Не жалею, не зову, не плачу» выделяется образ зимнего дерева или образ осеннего леса, увядания золотом охвачен. Образ алой зари, словно я весенней гулкой ранее поскакал на розовом коне и так далее. Всем этим образом ищутся аналогии из близких областей знания или родственных видов искусства. На уровне своего жизненного опыта ученики ищут аналогичные образы из собственного детства, из своего общения с природой. Все представления об этом имеются у учеников и имеются в записях, где как вот это работает память, ассоциативная память каждого ученика. Затем составляется ментальная карта и так далее. Отыскиваются символические картины в сборниках, которые лежат перед ними на столе. В словарях отыскиваются значения слов, записывается конкретная рефлексия. Ну, скажем, сельские учащиеся, они, конечно, лучше, наверное, городских могут вот такую рефлексию представить. И находят совпадение собственных чувств, ощущений с общим настроением прочитанных стихотворений. Результатом такой коммуникативной встречи автора, текста и читателя, ее рефлексивным итогом на уроке может стать чувство благодарности поэта, который дарует понимание простоты и сложности бытия. Вот такой вывод, ну, может быть, другими словами, более наивными, можно записать в ментальной карте. Следующая технология – анализ, когда анализ литературного произведения направляется учителям. Здесь часто используется обучающее тестирование. Вот в последнее время на урок, я не знаю, как на других предметах, а вот на уроках литературы, я думаю, это очень хорошая технология. Она взаимодействует с другими, в частности, и с эвристическим, проблемным обучением. Дело все в том, что в условиях нарастающего объема предметных знаний, переизбытка научной информации, тесты, обучающие тесты, могут снизить эту перегрузку. Так считают пропагандисты обучающих тестов, потому что в них там сконцентрирован, сжат, спрессован учебный материал очень как бы остро, и помогают эти тесты проверять не контроль знаний, а способность учащегося обрести новые знания. Для этого учитель направляет все задания в этом тесте, они не на контроль знаний, они на какой-либо контекст. На тексты разной природы, не только литературные, научные, учебные, справочные, энциклопедические, но также произведения других видов искусства. В сравнении с материалом учебного характера обучающие тесты воспринимаются совершенно по-иному. Требуют подробного перечитывания, переосмысления предложенных текстов, фрагментов текста, каких-то сравнительно сопоставительных действий. При этом перед глазами учащегося всегда присутствуют вот эти, как бы предложенные учителем, тексты, в которые учащиеся вчитываются, ищут в них ответы на тестовые задания. Ну вот это вот как раз очень важно. Там и интегративные связи, и различные словари перед ними лежат, энциклопедические, или, допустим, фото из кинофильма, театральной постановки, иллюстрация художника,
сравнить сюжет с сюжетом другого произведения. Все это служит углублению анализа, то есть это в сущности обучение, умение формулировать свои наблюдения и выводы на основе уже предложенного материала. То есть вот основной, например, вопрос задания теста потребует таких действий очень активных и приведут к выводу эвристического характера. Ну, например, в повести «Метель» Пушкина метель – это судьбоносный случай в жизни трех героев. Бедного Владимира, который уговорит второго героя Марию Гавриловну, дочь состоятельных родителей, бежать и тайно венчаться, и такой вот подменный жених, который из-за метели и окажется более удачливым. Но просто это будет звучать с опорой на фрагмент работы Виноградова в стиле Пушкина, который говорит, что метель в истории Владимира выступает как трагическое препятствие, но зато благосклонно вот к этому Бурмину, подменному жениху, и который окажется настоящим суженым. И вот вопрос обучающего теста звучит так. Почему вот словечко «преступник», «преступница», «преступный», вот это словечко присутствует в сознании Марии Гавриловны и в сознании Бурмина в пушкинском тексте, а в сознании Владимира нет. И вот после работы с фрагментами повести учащиеся придут к выводу о роли вины, совести, чести, нравственности в сознании именно двух героев именно метель, им и благоволие. Ну, может быть опорным текстом и «Капитанская дочка», там тоже есть метельный сюжет. Встретившиеся во время бурана Кремлев и Пугачев совершают в кульминации свой нравственный выбор. Один следует судьбе, чести природного дворянина, а другой стремится изменить судьбу волевым усилием, встав на путь царя-самозванца. Ну, из текста Пушкина, конечно, здесь достаточно сравнимы, сопоставимы для учащихся. Творческая работа может еще быть предложена в тесте, в вопросах, да, например, таком. В чем заключается философский замысел образа пушкинской метели? Здесь можно обратиться к работам литературоведов. Вот Гешензон, например, пишет, что метель не только властная стихия, но и стихия умная, мудрейшая. Люди заблуждаются в своих замыслах, а метель подхватит, закружит, оглушит их. Ну вот так, как в вальсе, который очень часто звучит сейчас вот на нашей площади перед театром, вальс, знаменитый вальс Свиридова, его фрагмент к кинофильму «Метель». Заключительным этапом в таком тесте может стать задание с опорой на имеющиеся произведения искусства. Например, почему считается, что музыка к кинофильму, написанная Свиридовым, это отдельный важный герой, какие впечатления от прослушивания музыкальных иллюстраций ассоциируются с содержанием повести Пушкина. И в заключение, в технологиях эвристического обучения и обучающего тестирования содержатся в комплексе многие педагогические, методические подходы к изучению литературных текстов, мотивация к активной деятельности, создание основы для глубины и прочности знаний, опора на креативность, интуицию, инновационную деятельность, интеграция предметных знаний. Все это придает новое направление коммуникативной деятельности учителя и ученика с целью приобретения новых знаний, развития аналитических способностей и навыков критического мышления. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, пожалуйста, придерживайтесь регламента. Следующий докладчик Жена Валерьевна Цевикова, проректор Брянского республиканского института образовательной политики. И тема доклада «Совершенствование региональной системы повышения квалификации педагогов». Уважаемые коллеги, я рада приветствовать всех участников научно-практического семинара. На данном мероприятии хочу пожелать всем плодотворной работы, потому что работа у нас, согласно программе, она предстоит очень большая. До обеда мы уже все на часы смотрим, да, но и после обеда у нас еще будет очень огромный пласт работы, конечно же. Уважаемые коллеги, наша республика с 2017 года участвует в реализации проекта по программе ФЦПРО 2.2 «Модели и механизмы поддержки школ с низкими образовательными результатами». Данный проект, я хочу сказать, он за основу, за составление данной концепции, да,
о планировании мероприятий отвечало Министерство образования Республики Бурятия, точнее отдел дошкольного и общего образования, конкретно Ольга Владимировна Кургузова, главный специалист отдела. И нами совместно было проведено много таких плодотворных мероприятий. Одним из мероприятий было в прошлом году, помните, коллеги, возможно же в этом же составе, более 150 участников. Мы собирались в стенах нашего института, Бурятского республиканского института образовательной политики, где мы вот обсуждали вопросы, как раз-таки различные модели мы обсуждали, их было более 20, да, и механизмы поддержки школ с низкими образовательными результатами. Кроме этого, нашим институтом в рамках данной программы было проведено 12 именно программ образовательных, в которых приняли участие 149 участники со 149 школ Республики Бурятия, в том числе города Северобайкальска и Северобайкальского района. Есть что сказать, что обсудить, и сегодняшнее наше мероприятие, когда мы уже обсуждаем современные технологии достижения, это же, конечно же, результат всей нашей кропотливой совместной работы. И то, что вот сегодня нам уже рассказали о кластерном подходе, это тоже есть результат этой работы. 149 школ, которые вы выявили в 2017 году, вот в этом году мы уже говорим о том, что школы, которые попали в этот список, которые немного, может быть, портят имидж организации, их стало на порядок, конечно же, меньше. Ну и, соответственно, поскольку в ближайшие десятилетия региональному рынку труда и региональной системе образования предстоит столкнуться со сложным комплексом принципиально новых проблем и решений, одним из которых является определение основных направлений и этапов развития нашего общества по подготовке кадров нового поколения и модернизации культуры педагогического труда, как условий повышения уровня образования и качества оказания услуг в этой сфере. Такие документы, как внедрение нового профессионального стандарта для учителей, формирование национальной системы учительского роста, необходимость выполнения майских указов президента Российской Федерации и другие нормативы актуализируют необходимость непрерывного образования педагога. То есть я хочу сказать, что наш институт, как основное учреждение в Республике Бурятия, которое отвечает за профессиональную подготовку педагогических кадров, мы находимся в тренде, и, соответственно, у нас проводится большая и важная работа по таким институциональным изменениям, которые охватывают сейчас российское образование. И все эти изменения охватывают весь спектр, конечно же, деятельности нашего института. На этом слайде можно видеть. Сегодня в нашем институте накоплен достаточный позитивный опыт методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций. На всех наших вот этих функциональных особенностях я останавливаться не буду. Конечно, коллеги, вы все знаете хорошо наш институт. И для реализации данного направления в нашем институте на сегодня ведется следующая работа. При формировании курсовых программ повышения квалификации, по-другому мы педагогами называем наш документ «Основной план», проспект нашего института, да, учитываются итоги анализа и выявления профессиональных дефицитов педагогических работников, которые определяются при мониторинговых исследованиях НИПО, ВПР, при прохождении федеральных оценочных процедур, при прохождении входной и выходной диагностики, которые у нас в институте используются на курсах повышения квалификации, ну и, конечно же, в процессе рефлексии и самооценки педагога. Сегодня активно ведется обсуждение хода внедрения национальной системы учительского роста и ведется информирование педагогической общественности о результатах эксперимента на различных региональных и муниципальных совещаниях, на курсах повышения квалификации и на различных конференциях. На этом слайде я хочу показать о нашем взаимодействии со школами с низкими результатами. Для работы с такими вот школами во исполнении приказа Миноборнауки от 14 июня 2016 года за номером 1077 об утверждении комплекса мер, помните этот документ, да, вот, нами разработан план мероприятий в данном направлении.
Например, у нас ведутся, конечно же, вот курсы повышения квалификации управленческих и педагогических работников, но это просто такие основные курсы я записала. Вот сейчас передо мной докладчик Светлана Степановна Михайлова, она уже рассказала, да, вот в филологическом направлении, какие у нас есть уже результаты по итогам наших курсов с данными школами. Другие мои коллеги расскажут об опыте преподавания в истории, обществознания, об управленческих работниках, об их компетенциях расскажут наши коллеги. И таким образом дальше у нас оказывается, кроме вот различных курсов наших, да, вот основных, которые вот, наши обязанности, что входит, это оказание консультативной и методической помощи школам с низкими образовательными результатами. Здесь тоже вот прописаны все наши действия и шаги, что мы проводим, какие сроки проводятся, как у нас планируется и какие мы планируем и получаем результаты по данным мероприятиям. Кроме этого, у нас нашими сотрудниками в нашем институте ведется еще и работа с обучающимися в школах с низкими образовательными результатами. Это различные олимпиады, инициаторами и координаторами которых является наш институт. Вот я бы хотела остановиться на республиканской олимпиаде по математическим, естественно-математическим дисциплинам, которую мы проводили в мае этого года совместно с Синегинским ЦКК и совместно с авиационным заводом. Эти мероприятия собрали несколько сотен детей. Вот на слайде видно, да, вот мы вот показали о том, что вот каким успехом пользуются на самом деле все наши олимпиады, дистанционная олимпиада. Она вот в прошлом году 1117 детей собрала наши по математике, например. Ну и, соответственно, конечно же, победители и вообще участники данных олимпиад, они традиционно занимают призовые и другие почетные места на других мероприятиях всероссийского уровня, например, на Всероссийской олимпиаде школьников. Ну и еще, наверное, нужно сказать о том, что мы очень тесно сотрудничаем с предметными ассоциациями, тесно, ну, и другими профильными такими вот организациями, которые совместная работа с которыми позволяет нам повысить качество образования в Республике Бурятия. Ну и вот на следующем слайде у меня показано то, что вот я хочу сказать, что вот в вопросах модернизации нашей системы дополнительного профессионального образования особая роль отводится муниципальной методической службе, по нашему мнению, которая осуществляет сопровождение педагогического работника путем определения на местах уже образовательных потребностей педагогических работников. Итогом такой работы муниципальной службы должен стать адресный список с перечнем тех, по которым учителю необходимо пройти повышение квалификации в определенные сроки, который направляется к нам, ну, на нашем слайде были представители БРИО, то к нам в БРИО. На основании этого в нашем институте разрабатываются и включается в план проспект на следующий календарный год образовательные программы, либо вариативные модули, которые отражают насущные потребности будущих потенциальных слушателей. Ну и таким образом мы говорим о том, что формирование вообще национальной системы учительского роста – это очень актуальное направление в российском образовании, которое нацелено на повышение качества образования вообще в целом в стране. Необходимо осуществлять совместно с учительским сообществом, с предметными ассоциациями. Целью повышения квалификации должно быть активное вовлечение учителей в профессиональные сообщества, методические объединения. Это должна быть тесная взаимосвязь между учреждениями дополнительного профессионального образования, коими являемся мы. Это должна быть тесная взаимосвязь с региональным центром обработки качества образования, конечно же, да, вот. И в этом случае мы можем говорить о том, что данная система, она будет устойчивой. И когда мы будем говорить о том, что образовательная деятельность в нашем регионе, она
достигнут определенных высот. Кроме этого, мы обязательно должны, наверное, привлекать учреждения высшего образования, среднего профессионального образования в решении этих вопросов. Ну и, соответственно, тогда мы скажем о том, что наш педагог получил новые возможности, новые компетенции, новые знания. Спасибо. Я так БГУ отдельно выделить. БГУ отдельно выделить. Ну, потом, когда БГУ будет выступать, наверное, это отдельно выделят. Но я хочу сказать еще, что от БРИОК у нас еще будут выступления, уже где будут освещены результаты, да, технологии достижения. Поэтому мы ждем вас, коллеги, и рады всегда взаимодействию с нашим педагогическим сообществом. Ждем вас в нашем институте. Курсы повышения квалификации уже у нас начаты. Мы уже закончили 3 курса повышения квалификации только за конец августа и начало сентября. Всего доброго. Новых успехов. Следующий докладчик Дождев Дандар Леонидович, заведующий кафедрой управления образования государственной муниципальной службы. Тема доклада «Комплекс мер по повышению управленческой компетенции руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях». Здравствуйте, уважаемые коллеги. В начале своего выступления разрешите мне от имени руководства и коллектива нашего института и от себя лично поздравить вас с началом нового учебного года, с началом работы данного серьезного межрегионального семинара и с наступающим Днем города. Аплодисменты. Поддержка школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, является прежде всего определенной формой работы с учителями и руководителями этих школ по восполнению их профессиональных дефицитов. Традиционно эта работа сосредоточена в региональных институтах повышения квалификации или развития образования. В Республике Бурятия работу по поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в основном проводит наш институт, то есть ГАУ-ДПО-РБ Бурятский Республиканский институт образовательной политики. На сегодня сложилось 2 основных направления данной работы. Первое – выявление и восполнение профессиональных дефицитов учителей. И второе – повышение управленческой компетенции руководителей. Безусловно, для вывода школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в зону устойчивого роста или по-другому эффективного режима функционирования, важнейшее значение имеет развитие профессиональных компетенций их педагогических коллективов. Но в первую очередь нужно повышать управленческую культуру руководителей и управленческих команд данных школ, которые, как правило, практикуют неэффективные управленческие технологии, таким образом лишь усугубляют ситуацию. Как говорится, рыба гниет с головы. Какие же конкретно управленческие компетенции руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, следует повышать или наращивать? Необходимые профессиональные компетенции руководителей этих школ можно объединить в 3 основные группы. Первая группа – так называемые ключевые компетенции, основывающиеся на опыте, знаниях, умениях, навыках и склонностях конкретного руководителя. Второе – базовые компетенции, в значительной степени зависящие от врожденного потенциала конкретного руководителя. Третья группа – специальные или профессиональные компетенции, позволяющие выполнять управленческую работу в соответствии с требованиями к должности. Как можно повысить эти профессиональные компетенции руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях? Для повышения и развития управленческих компетенций руководителей означенных школ необходим отдельный комплекс мер по их профессиональной поддержке. Отдельная дорожная карта,
которая может быть включена в республиканскую дорожную карту. Итак, наш институт предлагает подобный комплекс, дорожную карту, и в него входят следующие элементы. Первое – это разработка и реализация специальных краткосрочных от 16 до 72 часов модульных программ повышения квалификации, в том числе в дистанционной форме для руководителей и управленческих команд школ с низкими образовательными результатами. Причем необходимо изменить содержание программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, сделав обучение практикоориентированным, усилить их адресность, доступность и мобильность. Сейчас появилась потребность в разработке программ как персонифицированного обучения конкретных руководителей школ с низкими образовательными результатами, так и корпоративного обучения под конкретную школу, конкретный педагогический коллектив или под конкретный муниципалитет. Второе. Организация, в том числе на постоянной основе, и проведение проблемных и обучающих семинаров, профессиональных тренингов, круглых столов, мастер-классов для руководителей и управленческих команд школ с низкими образовательными результатами, в том числе по разработке и реализации программ перевода этих школ в зону устойчивого роста. Третье. Закрепление кураторов со школами с низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в сложных социальных условиях, их руководителями и управленческими командами. Сразу на нескольких уровнях можно это сделать. От Министерства просвещения Республики Бурятия, от БРИОП, от муниципальных органов управления образованием. Четвертое. Создание республиканского и муниципальных центров поддержки школ с низкими образовательными результатами, которые будут осуществлять на постоянной основе концепционно-методическое и информационное сопровождение руководителей и управленческих команд этих школ, а также закреплять за конкретными школами с низкими образовательными результатами тьюторов и менторов, осуществлять непрерывный мониторинг результатов реализации комплекса мер поддержки данных школ. В качестве республиканского центра поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, и основного оператора реализации комплекса мер этой поддержки может выступить наш институт, являющийся региональным системообразующим учреждением дополнительного профессионального образования. Аналогичные центры или в качестве варианта филиала единого республиканского центра целесообразно создавать во всех муниципалитетах Республики Бурятия. Пятый элемент – это организация подготовки экспертов-консультантов, тьюторов, менторов, импруверов, осуществляющих функции сопровождения и поддержки школ с низкими образовательными результатами, их руководителей и учителей. Шестой компонент нашей дорожной карты – это организация стажировочных площадок для руководителей и управленческих команд школ с низкими образовательными результатами на базе передовых школ Республики Бурятия. Седьмой компонент – создание профессионального сообщества, вероятно, в формате ассоциации, руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, и разработка механизмов его взаимодействия, в том числе сетевого, а также в рамках социального партнерства с другими профессиональными сообществами руководителей общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций системы профессионального образования Республики Бурятия, существующими сетями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций СПО, региональными и муниципальными методическими объединениями, центрами психолого-медико-социального сопровождения, учреждениями доп. Образования и дополнительного профессионального образования, а также вузами Республики Бурятия. Ассоциация руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, может быть создана как на республиканском уровне, так и в принципе в каждом муниципалитете. Восьмой компонент нашей дорожной карты – это материальная грантовая поддержка школ с низкими образовательными результатами, участвующих в республиканских и муниципальных конкурсах и социально значимых проектах. Отдельной строкой здесь следует прописать материальную поддержку в виде субсидий или гранта для руководителей конкретно школ с низкими образовательными результатами, активно и регулярно повышающих квалификацию, проходящих профессиональную переподготовку, участвующих в различных грантах, проектах и конкурсах.
Такая поддержка может оказываться как Министерством просвещения нашей республики, так и муниципалитетом. Девятый компонент – изменение подходов к аттестации руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, а также к формированию муниципального кадрового резерва системы образования. В принципе, говоря об аттестации, конечно, строго говоря, понятно, что директор такой школы, который попадает в разряд школ с низкими образовательными результатами, должен, ну, мягко говоря, написать заявление по собственному желанию. Потому что это отягчающее обстоятельство, что бы ни говорили наши предыдущие выступающие. Но если мы все время будем менять директоров, в таком случае ситуация просто зайдет в тупиковую. Поэтому наиболее оптимальным способом выхода из этой ситуации является как раз поддержка, максимальная поддержка как руководства, так и управленческих команд таких школ. Десятый элемент нашей карты – изучение и диссеминация опыта работы школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, перешедших в зону устойчивого развития. В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что руководителям и управленческим командам этих школ нужна приоритетная поддержка со стороны республики и муниципалитетов. В свою очередь, руководители и управленческие команды школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, должны кооперироваться между собой, постоянно работать над повышением качества образования, потому что только вместе эти школы имеют шанс вылезти из этих самых норм. Спасибо за внимание. Вопрос есть? Ну, так, пожалуйста, говорите, что вопрос? Можно вопрос вам задать? Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько зависит качество образования от директора? И вообще, вы сказали, что санкции можно применять в отношении директора. Директор должен написать заявление, да? Но мы знаем, что и кластерный анализ, да, есть, и сейчас у нас такой разноплановый подход к оценке и к отбору школьных результатов. То есть, какой раз попадание в школу с низкими результатами директор должен задуматься о том, что ему не хватает чего-то, и каких профессиональных компетенций не хватает? Спасибо за вопрос. Вы еще раз касаетесь достаточно болезненной темы, в том числе моя кафедра чувствует определенную вину за сложившуюся ситуацию в нашем общем образовании Республики Бурятия. Запаздываем мы, конечно, запаздываем во многих направлениях от передовых регионов, может быть, нашей страны, но мы стараемся, мы движемся вперед. Возвращаясь к вашему вопросу, управленческие компетенции вообще вещь достаточно субъективная, и она напрямую зависит в том числе от врожденных способностей, как я уже сказал в этом выступлении, самого руководителя. Поэтому механическое повышение квалификации или профессиональная переподготовка, пройденная так в рабочем порядке, поточно, она, мне кажется, не будет способна решить что-то. Конечно, мы будем работать со всем контингентом наших управленцев, но, поверьте мне, моему опыту завидования, сразу бывает видно на курсах людей, которые действительно хотят что-то повысить в себе внутри. И сразу бывает видно людей, которые просто для галочки присутствуют на данном мероприятии. Здесь, наверное, вопрос скорее к вам, Министерству просвещения, о кадровой политике. Нужно более, может, тщательно с помощью других педагогических сообществ, организаций нашей республики подходить к отбору директорского корпуса. Потому что, согласитесь, именно директора, их команды двигают наши образовательные организации. Капитан на мостике – это очень серьезная вещь, на самом деле. Их команды
Поэтому я думаю, То что... есть вы считаете, что их по личным качествам нужно отбирать? А? Вы считаете, что их по личным качествам нужно отбирать или по профессиональным? Ну, это вопрос спорный. Здесь я могу дискутировать долго, Во могу время играть обеда, на клавиатуре. да, во время обеда подискутируйте. Да, я считаю по личным, прежде всего, в том числе по личным. Потому что функциональные качества, но Директор зависит все. да, и очень важно, какой директор. Ну, я ваш вопрос понимаю. Понимаете, я когда служил в армии, была такая шутка. Есть правильные, неправильные и как в армии. Вот если к этому так подходить, то круг будет бесконечно продолжаться. Мы не вырвемся из этих норм в этом случае. Бывает так, что в качестве директора назначает человека, имеющий определенные заслуги, безусловно, но внутри он не готов к этому. Если хотите, он не рожден быть лидером. Вот этот щекотливый момент, к сожалению, он плохо поддается определению, тестированию некоему. Но большая удача, когда такие директора обладают врожденными лидерскими качествами, когда они находятся на своем месте, когда мы видим результаты этой работы. На ваш взгляд, тогда можно увязывать вот эти низкие результаты и профессионализм, или, скажем, неразвитость личных качеств директора? Частично. Да, я считаю. Частично. Хотя, еще раз подчеркиваю, это мое личное субъективное мнение, оно может быть не поддерживаем в том числе вами. У вас опыт обучения частично, да, поэтому, мне кажется, у нас в последнее время в стране правильно, неправильно, в основном как главный скажет, да? Так, спасибо, Леонид Ильич. Спасибо, Владимир. Продолжим разговор. Знаете, у нас тут такая дилемма, что докладчик еще несколько человек, а обед у нас так это, естественно, он бесплатный, обед нас так будет ждать. Поэтому какие у вас предложения? Я предлагаю, сейчас послушать одного докладчика, пойти пообедать, потом продолжить выступление, да, посмотрим, хорошо? А то меня тут пугает Министерство образования, что после обеда народ разбежится. Я говорю, что-то редко у нас соблюдается, да? Угу. Так, тогда сейчас послушаем, пожалуйста, опыт Акинского района. Слово предоставляется Гамбуеву Андрею Валерьевичу, замначальник управления образования администрации муниципального образования Акинский район. Доклад его сбор учета контекстных данных как условия повышения эффективности оценки качества образования. Очень приятно, выпускник исторического факультета Бурятского государственного университета. Спасибо, Марина Леонидовна. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я хочу, во-первых, в словах поблагодарить Институт интегрированного образования и, конечно же, Министерство образования и науки за предоставленную возможность и за то, что мы начали с места в карьер. Вот учебный год начался буквально, и мы сразу начали обсуждать нашей школы с так называемым нормом. Вообще, честно говоря, коллеги, мы с вами привыкли в последнее время к нашим аббревиатурам ЕГЭ, ПП, ВПР, ЕКО, ОГЭ и так далее, можно продолжать бесконечно. Доходит даже до абсурдного иногда. Вот, когда в очередной раз мы обсуждали проблему норм, один из наших директоров школы: нет, не надо к нам норм относить, давайте нас к ворам, к высоким образованиям. Ну это вроде шутки, конечно. Переходя к теме доклада, я попробую сложиться. Значит, у нас единая система оценки качества образования, да, она складывается на уровне Российской Федерации. Ну и, конечно, как любая система, она претерпевает, как любая система на стадии формирования, она выявляет ряд проблем. Первое, самое важное, на мой взгляд, это проблема адекватной и эффективной интерпретации образовательных результатов. Самое важное, на мой взгляд, это проблема адекватной и эффективной интерпретации. Значит, образовательные результаты, которые получаются при проведении мониторингов различного уровня. В последние годы проблема школ, оказавшись в сложных социальных условиях или показывающих устойчиво низкие результаты обучения, становится проблемой государственной политики Российской Федерации. Проблема актуальна как для федерального уровня, так, конечно, и для республиканского. Вот из выступлений предыдущих докладчиков вы видите, да, мы все видим, что даже до сих пор не определена сам термин. Некоторые называют это ШНОР, некоторые говорят НОР.
Поэтому нет какого-то единства у нас в определении. В рамках вот этой проблемы выявили несколько аспектов. Первое. В отечественной системе образования до конца не сформирована практика инспекционного анализа, выявляющего подобные школы. Квалифицирующие дефициты оказывают содействие в разработке планов улучшения результата. Думается, что это связано прежде всего с многоуровневым разноплановым характером нашей системы образования. К сожалению, в практике отечественного образования нет унификации в определении проблемы школы, законодательно утвержденной на федеральном уровне. Первоначально было введено определение школы, работающих в сложных социальных условиях. Только в последние годы стабильно, устойчиво низкие образовательные результаты стали рассматриваться в качестве еще одного критериального показателя стратификации. Однако в последнее время ведь приведение в практику сферы образования понятия школы с низкими образовательными результатами возникли следующие риски. Первый риск, до сих пор не оформлено понятие проблемной школы, как я говорил, или школы с низкими образовательными результатами. Полномочия по определению критериальных показателей, на основании которых возможно вот эта стратификация, деление, это передано на уровень субъектов. Во-вторых, требует понимания отдельные термины, введенные в последнее время в нашей практике. Как определить хронологический отрезок мониторинга и вот диагностику успеваемости. Вот что такое норма, школа с нормой? Это школа, которая показывает низкие результаты, в течение года, 3 лет или 5 лет. До сих пор не определены вот эти хронологические наши рамки. Не менее проблемным, и, на мой взгляд, вот этот третий главный риск – это отсутствие единого, справедливого набора показателей, учет которых поможет определить принадлежность или непринадлежность той или иной образовательной организации к конкретному сегменту, кластеру, спрайку, слою, как угодно. Вот последние годы, в 2017 году, при усилии Министерства образования, последний год и при усилии регионального центра обработки информации, кластерный подход, он учитывает весь набор показателей. И я думаю, что система у нас складывается более-менее справедливо. Конечно же, остается открытым вопрос об определении прозрачных методик нормирования подсчета баллов для констатации статуса образовательной организации кластера риска, а также ее место в стратификационном рейтинге. Я вот тут бы себе позволил, наверное, уже заранее в проекте резолюции внести такой пункт, у нас здесь предыдущий докладчик выступал по поводу страх. Здесь важно, наверное, на мой взгляд, не переборщить и опять не превратить наши вот эти выстраивающиеся слои, страты, вернее, в рейтинги. Помните, были некоторое время назад рейтинги топ-500, топ-100. Рейтинги в системе образования абсолютно бессмысленны. Абсолютно бессмысленны, я считаю. Вот. Ну и конкретно вот к теме доклада. Значит, рассматривая образование как открытую систему, следует учитывать, что на показатели образовательных систем результаты деятельности образовательных организаций, образовательного процесса воздействует значительное количество факторов. С точки зрения системного подхода к качеству образования, как интегративной системы, объект есть качество не только конечных результатов, но и качество всех процессов, обеспечивающих, влияющих на конечные результаты. Для того, чтобы приводить корректные сравнения и оценки территориальных образовательных систем с учетом условий их функционирования и возможностей развития, можно использовать контекстные показатели. Контекстные показатели характеризуют не саму систему образования, а социально-экономические условия, в которых она функционирует. Это такие важные условия, на мой взгляд, как наличие или отсутствие фильтров на этапе отбора учащихся в школу, а также многие семейные характеристики. Коллеги с муниципалитета, наверное, меня поддержат сейчас, Это такие характеристики, как уровень образования родителей, социальный и экономический статус семей, образовательные ресурсы семей. Кроме учета этих контекстных и фоновых условий, важно сформировать понимание того, что, собственно, представляет собой результат ЕГЭ для школы, за что в результатах ЕГЭ школа отвечает, на какие показатели может и должна оказывать влияние. И вот, чтобы не быть голословным, мы вот такое мини-исследование в 2017 году провели.
по школам, по общеобразовательным школам Макинского района. Взяли 3 общеобразовательные школы и выяснили, какие разные контекстные данные влияют на средний балл ЕГЭ по математике и по русскому языку. Практически по всем исследуемым признакам получаем высокую тесноту связи и высокий коэффициент корреляции. Значит, вот здесь на слайде видно, не видно, представлены вот такие параметры, да, как доля неполных семей выпускников, процентность, да, по школам и средний балл по русскому языку. Мы, еще раз говорю, взяли 2 показателя: русский язык, средний балл по русскому языку, по русскому и по математике. И выяснили, что вот здесь коэффициент корреляции 0,939. Это достаточно такой высокая связь. И кроме того, мы выяснили, что корреляционная теснота связи между контекстными данными и образовательными результатами подвергли такие перемены: доля неполных семей выпускников, доля учителей по математике и русскому языку с высшей категории, доля семей выпускников, где хотя бы один родитель имеет высшее образование, доля выпускников с неродным русским языком, доля финансирования в общем объеме расходов на общее образование, и выявили их влияние на средний балл ЕГЭ. И вот таблица 1, таблица 2 показывают, что связь между долей неполных семей и выпускников 15-17 годов и средним баллом по русскому языку математике выявил весьма прямую и высокую связь. Таблица 3-4 показывает, что связь между долей учителей русского языка с высшей категории и средним баллом по русскому языку математики также выявил прямую, уверенную и заметную связь. Сразу оговорюсь, вот, добавлю, что при вычислении коэффициента корреляции применялась формула Пирсона. И подтверждалась она по шкале Четвика. Но это я могу дать, если кому-то заинтересован, эти расчеты и эти механизмы. Вот, кратко, да, приведенные таблицы наглядно демонстрируют, что дополнительные показатели, такие как семейные характеристики, например, уровень образования родителей, социальный статус семьи, образовательные ресурсы семьи, прямо связаны с качеством образования. Использование таких социоэкономических показателей в системе оценки позволяет идентифицировать школы, в которых концентрируются учащиеся с неблагополучным семейным бэкграундом, и оказать им поддержку, необходимую, чтобы улучшить результаты этих школьников. Другим позитивным эффектом использования контекстных характеристик становится то, что определяет таким образом школы, способные максимально улучшать достижения неблагополучных учеников, может транслировать их опыт, обеспечивает распространение успешных практик, что очень важно для образовательных учреждений, которые сталкиваются с аналогичными трудностями и не могут найти выход. К выводам. Первое, значит, современные педагогические науки до сих пор фактически не описаны критерии, фиксирующие социокультурные условия, влияющие на эффективность деятельности школы. Второе, необходимо введение понятия эффективность школы в современном образовательном пространстве. То есть необходим инструментарий для оценки вклада школы в образовательные результаты в социальных условиях. Находясь в однотипных сложных социальных условиях, разные школы демонстрируют различные образовательные результаты и оказываются в разной степени конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. Соответственно, отнесение образовательной организации к определенному сегменту при условии эффективности школы оказывается достаточно условным. То есть, другими словами говоря, мы должны оценивать эффективность школы. То есть мы должны сравнивать себя, наши школы, не с другими школами, а сравнивать школы, то есть сравнивать школу в динамике по годам. То есть сравнивать себя самого с самим собой. Какая динамика? И вот, что еще раз подтверждает неэффективность вот этих рейтингов, топ-100, топ-500 по итогам ЕГЭ, ОГЭ. Поэтому нужно сравнивать себя самого себя с прошлогодним самим собой. Вот это самое эффективное действие, на мой взгляд, методика. Так, третье, значит, зависимость качества образования от контекстных данных подтверждена. Важно найти формулу, которая связывает эти данные и качество образования. В том числе результаты ЕГЭ в школе, для каждой школы определить нормальное значение ЕГЭ, то есть какой результат является приемлемым для данной школы. Корректную оценку, то есть оценку, учитывающую внешние, независящие от школы факторы, правильнее осуществлять не по отношению к среднему значению по территории и России, а по отношению к этому нормальному значению. Насколько показатели школы лучше или хуже тех, в которых они должны были быть, исходя из условий ее функционирования. Насколько показатели
Значит, четвертое. Контекст сложен тем, что необходимо отследить влияние одних и тех же условий не один раз, чтобы понять, насколько действительно функционирование школы зависит именно от них. Вот кратко я попытался изложить тему своего доклада. Благодарю за внимание, готов выслушать вопросы, по возможности ответить. То есть мы плавно от теории перешли. И вот отвечая на вопрос еще у Ольги Владимировны по поводу вклада директора в образовательный процесс школ. Это можно сделать, да, вот совершенно справедливый и правильный вопрос Ольга Владимировна задает. Как определить ответственность директора школы, как определить степень его вклада в эти так называемые низкие образовательные результаты. Есть в каждом муниципалитете положение об аттестации руководящих работников, в котором прописано, что аттестация бывает двух типов, да? Значит, сейчас слово вылетело с головы. Регулярная и нерегулярная. Ну, регулярная проводится один раз в 3 года или один раз в 5 лет, а нерегулярная может проводиться как раз по итогам плохих показателей при сдаче ЕГЭ. Вот и весь механизм. Разработать положение, в котором прописать ответственность директора. Если он в этом году или в течение 2 лет показывает плохие результаты, то провести аттестацию в отношении него. По итогам аттестации принять волевое решение. До свидания, либо давай отрабатывать будем лучше. Спасибо. Слово не находится. Так что, дорогие коллеги, еще один вопрос. У меня даже не вопрос, а мне бы хотелось небольшую ремарочку к докладу Андрея Валерьевича сделать. На самом деле, положение об идентификации школ уже с низкими результатами утверждено, и все то, что вы озвучили, уже на самом деле уже на региональном уровне закреплено. То есть определенный период времени закреплен в положении, определенные критерии уже закреплены. Да, 1 год. Все критерии, вот 6 критериев, которые они уже тоже приказом министра закреплены. Затем контекст мы уже попытались учесть, и вот эти баллы, которые они набирают, тоже на региональном уровне, вот все, что мы могли, мы уже с Министерством образования, да, отработали, и эти моменты уже на самом деле имеют место быть. Да. Я вот имею в виду, прежде всего, федеральный уровень. Потому что, помните, в прошлом году Васильева, министр образования, заявлял о том, что надо создавать единое образовательное пространство. Помните вопрос о переходе школ на суперуровень. Я говорю прежде всего о том, что нужно на уровне федерации принять единые критерии, единую унификацию по отношению к нашему рейтингу. Понятно, каждый регион по-своему, свои каши варятся, но тем не менее мы не можем говорить о едином образовательном пространстве Владивостока там, и Калининграда, да, пока у нас не будет единого понимания на уровне федерации. Я об этом. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос. Все-таки самое интересное, когда мы что-то обсуждаем, и в этом рождается единый подход. Андрей Валерьевич, насколько я поняла, вы ратуете за единое образовательное пространство, чтобы для всех школ был некий единый критерий, единое определение школ с низкими результатами. Но при этом вы ратуете и за индивидуализацию, да? То есть, чтобы, вы говорите, для каждой школы было определено нормальное отношение, результатов ЕГЭ, то есть некий какой-то справедливый набор показателей, да, при котором, я же еще раз повторяю. Мне кажется, что в этом есть риск, что вот получится, что для сельских школ и для неинновационных у нас дети будут как бы считаться нормально, если они учатся с такими с низкими результатами, более низкими. А для школ, которые находятся в городской местности, в центре, это будет завышенный результат. То есть, другими словами, и будет ли это справедливо в отношении наших детей, да, что мы как бы здесь позволяем низкие результаты, а здесь считаем, что они приводят даже к высоким. Отнеситесь, пожалуйста. Вот здесь тоже очень такой тонкий момент, да? Мы же все-таки говорим не о изменении федеральных государственных образовательных стандартов, да? Мы говорим о справедливом отношении вклада школы, каждой конкретной школы, да, в динамику образовательных результатов, тот же самый ЕГЭ. То есть вот нам оценивать этот вклад для чего нужен? Динамику образовательных результатов. В
целом, в конечном итоге, это все должно работать на повышение, конечно же, образования, повышение качества образования. В том числе... Качество образования это очень такая, как бы... Да, мы только на основании двух характеристик можем, да, посмотреть там, допустим, ЕГЭ. Ну ведь смотрите, это национальные экзамены, да? Все-таки это огромное институт учения школы. Вот, Владимир, вы же понимаете, что ЕГЭ это экзамен с высокими ставками, да? Экзамен с высокими ставками. Мы должны идти к тому, чтобы вот эту ставку высокую минимизировать. Вот для того вот эти... Я наблюдаю, да, знаете, с разных сторон этот процесс. С одной стороны, мы хотим выглядеть более эффективными и успешными, да, и все время себе как бы стараемся занижать, да. Ну давайте честно признаемся, что в некотором смысле занижается, да, то мы ввели базовую математику, теперь у нас не все обязаны экзамены и так далее. С другой стороны, я вижу публикации иностранных журналов, да, научных публикаций, где все твердят о том, что конкурентная ситуация накаляется в образовании, в том числе, да, в промышленности, в экономике, где нужны, наоборот, повышенные результаты, да, если мы хотим конкурировать на международном уровне, да, если наша экономика хочет быть не ресурсной, да, а не только продавать, извините, сырье, но и перерабатывать, и вот технологии, да, тогда мы должны в какую сторону двигаться, да? И с другой стороны, мы вот себя хотим оценивать так, чтобы вроде как мы были тоже Недооценивать себя в свете вчерашнего. А может быть, надо идти в стезе, что надо пересматривать и ЕГЭ, его форму, да, так, чтобы он оценивал действительно те результаты, которые требуются по стандартам. Это не только предметные данные, метапредметные, но и личностные, да, вот мы сегодня услышали, да? Вот все-таки единое образовательное пространство или облегченный подход? Я признаю, сложный вопрос. Сложный вопрос. Единое тогда высокое, среднее высокое или среднее низкое? Ну, всегда будет связано с российским значением. Здесь совершенно другой маленький пример, да? Нам на планерке доложили, что высшей школы экономики в Москве набрали из 1000 первокурсников 512 100-бальников. Высшей школы экономики. Вы понимаете? А средний балл ЕГЭ по стране в вузы, высшее учебное заведение 61 балл. И вот представляете, учить тех, кто набрал 100 баллов, тех, кто набрал 61 балл. А к нам в педагогический институт поступают дети чуть ли не с 50 там, с чем-то баллов. За 4 года сделать из них звездных учителей с 51 баллами. Вы тоже понимаете, получается, балл ЕГЭ тоже имеет значение для формирования других вещей, которые... Вот они ЕГЭ позволили сформировать единое образовательное пространство. Мы теперь знаем, что вот на уровне истории, что по всей России какие зависают темы, правильно? Мы же это знаем. Вот я думаю, что здесь занижение и завышение просто ЕГЭ это как один из показателей. Но оно нисколько не конкурентоспособно. Если бы сказали, вот, мне очень нравится такой еще подход к ЕГЭ, как сдать ЕГЭ, ничего не знаем. Это же какой компетентный подход? Какая компетенция? Это же, знаете, там, или более случаи, или как это делать. Поэтому здесь тоже изучено разного много моментов. Вот я сегодня, как я догадалась, про школы СВОР, потому что я очень долго ехидничала по НОР, потому что НОР на раков не очень звучит, но я думаю, что низкий образовательный результат это не всегда и директор в том числе. Здесь же сказали, материально-техническое оснащение, низкая скорость интернета, все, вы уже никаких практических руководств провести не сможете, или так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, формирование пространства, роль директора и так далее, мы это можем еще продолжить, конечно, будет возможно. Добрый день. Слышно, да? Включите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас поприветствовать. И прежде чем я перейду к теме непосредственно моего выступления, я вообще хотела сказать от лица профессиональной ассоциации учителей бурятской языка и литературы. Благодаря РЦО и ОКО Республики Бурятия за последние 3-4 года выстраивается довольно-таки неплохая система по подготовке
обучающихся к процедуре ГИА, а также в целом научно-методическому сопровождению и методической подготовке учителей к этой процедуре. И благодаря этому у нас появились демо-версии по бурятскому языку, литературе, по бельгийскому языку, которые размещены на сайте РЦОИОКу. Проводятся постоянно методические семинары с учителями, которые позволяют им более качественно готовить учащихся к ОГЭ. Но тем не менее, вот как показывает, я буду представлять вам в основном то, что показывает анализ работ, сделанных, выполненных в 2017 и 2018 годах. Итак, итоговая аттестация. Следующий, пожалуйста, слайд. Что надо нажимать? Следующий. Все надо нажать. Вот что-то, да? Или я выключила? Извините. Что надо делать? Итак, конечно, итоговая аттестация выпускников основной школы по бурятскому языку и литературе предъявляет понятные новые требования к уровню профессиональной компетенции педагогов, но с учетом концептуальных положений в гособщего образования, а также единства примерных программ и контрольно-измерительных материалов. Примерные программы по этим учебным предметам у нас сейчас находятся на стадии проекта, и я надеюсь, что в ближайшее время на региональном учебно-методическом объединении наконец-то будут приняты примерные программы по бурятскому языку как родному, по бурятскому языку как второму, по бурятской литературе. То есть в целом, наконец-то, мы начнем нормативно-правовое обеспечение этих учебных дисциплин приводить в полное соответствие в ГОСТ. Но тем не менее, по действующей программе мы разрабатываем, вернее, учителя готовят детей к ГИА. Как известно, следующий слайд. Как известно, процедура ГИА, она же оценивает предметные результаты действительно, но если говорить о учебной дисциплине бурятский язык как родной, то если проводить аналогии с русским языком, мы понимаем, что здесь немаловажную роль играет и высокий уровень сформированности метапредметных результатов, таких как, понятно, развитие универсальных учебных действий, а в частности умение применять полученные знания, навыки, умения в речевой деятельности. А если это более конкретизировать, то здесь я не на слайде привожу небольшую характеристику, краткую вообще работы ГИА, она состоит из 15 заданий, и, естественно, она направлена на формирование всех видов компетенций, которые предполагает ГОС, включает две части. Это первое, это написание краткого сжатого изложения, и часть вторая, задание с кратким ответом. Итак, по поводу метапредметных результатов. Да? Вот то, что вы видите, те затруднения, с которыми сталкиваются обучающиеся при выполнении экзаменационной работы, они связаны с написанием сжатого изложения. А написание сжатого изложения – это не только предметные результаты, но и метапредметные умения детей, такие как умение трансформировать информацию, осуществлять компрессию представленной информации, выделять, отражать микротемы основные, соблюдать последовательность заданного изложения, и больше это может быть языковая, речевая, использование разнообразных конструкций для передачи содержания информации. Как вы видите, то, с чем затрудняется обучающийся, это у нас как раз не только предметные, но и метапредметные результаты по бурятскому языку. И поэтому на проводимых нами курсах повышения квалификации, методических семинарах мы акцентируем внимание работы педагогов на работе с различными типами текста. При этом на то, что нужно акцентировать внимание учащихся на определении главной и второстепенной информации, постоянно вводить в течение занятий систему упражнений, которые направлены на различные виды работ. Их может быть, конечно, множество. И тут надо еще уточнить такой момент, почему этот вид работы в определенной степени вызывает затруднения. Учебно-методические комплексы по всем направлениям, они обеспечиваются на федеральном уровне, вы знаете, и учителя работают с готовыми уже учебно-методическими комплексами. Задача педагога только грамотно, очень методически выстроить работу по донесению того материала, который содержится в ОМК, до учащегося.
Что касается бурятского языка, я могу сказать, что обновление содержания языкового образования не всегда идет в ногу со временем. Могу точно вам сказать, что по госсоответствии учебники по бурятскому языку только выстраиваются, и поэтому во многом для того, чтобы выйти на необходимые результаты, учителя вынуждены, конечно, самостоятельно вводить ряд упражнений и систему упражнений. На курсах, конечно, мы отрабатываем с ними, каким образом можно выводить детей на грамотное написание сжатого изложения. Но упражнений, такого рода работы в современных, действующих на данный момент УМК нет в системном варианте. То есть не нацеливают они с 5, допустим, даже класса до 9, чтобы была четкая система упражнений, выводящих на процедуру ГИА. Я думаю, что по остальным учебным предметам на самом деле само содержание УМК уже, как правило, в самом содержании уже заложены, да, многие виды работы, которые в конечном счете и проверяются. Поэтому надо, с одной стороны, понять, в какой ситуации находятся учителя бурятского языка и литературы. И поэтому у нас в БРИОП мы разработали пособие по комплексному анализу текста. Также в целом мы в последние годы говорим об использовании текстоориентированного подхода при преподавании бурятского языка. И в создавшихся условиях с учителями опытными, бурятский язык как родной, это сельские районы, мы с ними сейчас выстраиваем некий план, каким образом закрыть нам вот то, что не хватает в учебниках. Совместно с учителями бурятского языка, в частности, планируем за Каменского района подготовить учебные пособия дополнительные к действующим учебникам, чтобы этот имеющийся пробел, скажем, да, некий восполнить. И в этом случае, конечно, методический потенциал учителей бурятского языка, он всегда бывает достаточно высокий, поскольку об этом я всегда говорю на курсах повышения квалификации. Если по всем предметам учителя, они в основном пользуются уже готовыми материалами, есть огромное количество методической, дидактической или какой угодно литературы, то у учителей бурятского языка такого объема материала, конечно, нет. И поэтому они самостоятельно перерабатывают, адаптируют различные материалы к уровню обучающихся или, по интересам, скажем, обучающихся. И поэтому в последнее время мы проводим вот такую работу. Теперь далее, что касается типичных ошибок, каким образом организовать работу, необходимо, на наш взгляд, проведение как точечных методических семинаров для районов с общеобразовательными организациями, где были продемонстрированы низкие образовательные результаты, а также и межрайонных семинаров по обмену положительным методическим опытом подготовки учащихся ГИА. То есть не только акцентировать внимание на отрицательных результатах, а внимательно изучать, каким образом, в каких общеобразовательных организациях добивается положительных результатов. И поэтому, на наш взгляд, это может быть полезно. Но кроме этого, бурятский язык как родной — это сельские разрозненные районы: Акинский, Тункинский, Кижингинский, Закаменский, Курумканский, Грузинский, достаточно отдаленные районы. Конечно, можно собирать в Улан-Удэ некие объединяющие семинары, но тем не менее можно использовать современные технологии, проводить методические видеомосты, видеоконференции по подготовке к наиболее трудным вопросам по бурятскому языку, направленных на обмен передовым педагогическим опытом, а также совместное обсуждение, продвижение эффективных методических приемов в учительской среде. Но если нам позволяет курсы повышения квалификации выездные или на курсах повышения квалификации, конечно, мы тоже затрагиваем эти вопросы и обсуждаем с ними, как по тем или иным вопросам, в частности, такие как причастный и причастный оборот в бурятском языке, это наиболее трудные вопросы, правила бурятской орфографии, особенно что касается заимствованных слов и так далее. Каким образом можно отрабатывать с учащимися подготовку к государственной итоговой аттестации. Кратко все. Если есть вопросы, пожалуйста. Какие вопросы? Спасибо большое. После обеда активность снизилась, да? Так, слово предоставляется Балдановой Аюне Будажаповне, Закаменская СОШ номер 1, учитель русского языка и литературы Закаменской республики Бурятия. Доклад звучит так: кинематографическая мастерская на урок литературы как путь к открытию мира и способ раскрытия личности ребенка. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я поздравляю вас с началом учебного года. Хочу поблагодарить Владимиру за приглашение.
принять участие в работе данного семинара. Чуть поближе говорите, даже поближе. По всей видимости, то, что мы делаем с ребятами в нашей глуши, вызвало интерес министерства. Я охотно сбежала с уроков и хотела бы с вами поделиться, да, этим опытом. Ну, наш проект называется «Кинематографическая мастерская на уроках литературы». Это, конечно же, относится к итоговым урокам по изучению творчества писателей, когда ребята могут выразить свое отношение к прочитанному, да? Когда они могут проявить себя в роли актеров, помощников, режиссера, сценаристов, да? Но мы стараемся прочитанные произведения приложить на реалии нашего маленького городка, и ребята начинают понимать, что все-таки литература это не такое искусство, которое оторвано от реальности, оно напрямую связано с жизнью. И я думаю, что то, что мы делаем, помогает нам немножко обрести уверенность, помогает нам проявить себя. Кто-то, действительно, я работаю в большой школе, Закаменский СОЖ номер 1. Мы раньше назывались Закаменской районной гимназией. Там учились отборные ребята, да? Дети буквально с детского сада сдавали экзамены, проходили различные испытания. И работать в этой школе было, конечно, удовольствие, да? Мы везде участвовали, в различных конкурсах. И у нас действительно выдающиеся у меня коллеги, я горжусь этим. Но вот когда у нас случилась аварийная ситуация со школой, да, мы вынуждены были приехать в новую построенную школу номер 1, и как бы Закаменской гимназии уже нет. И пришли к нам, конечно же, ребята, которые уже отборный принцип не срабатывает, да? Пришли к нам ребята, которые живут поблизости из ближайших районов школы. И вот буквально в первый год у нас была такая проблема, как вот посадить всех, потому что дети разные. И нам было трудно адаптироваться, конечно, не секрет, да, вот, искрой, чтобы все дети сели за парты. И чтобы, конечно же, читали произведения литературы. Ну, я раньше работала на детском телевидении с ребятами и детьми. И всегда мне было интересно, почему все-таки вроде бы дети, они в школе слабо учатся, да? А когда приходят, например, в студию, им интересно, у них глаза зажигаются, да? Они ведут новости, учителя удивлялись, да? И вот как бы вот этот опыт решила перенести на уроки литературы. Вот, благодарю, конечно, администрацию школы, лице завуча Елены Андреевны Айшеевой, вице-директор Кубанова Сандажина. Они, конечно, поддерживают эти идеи, и мы можем уехать в профильный лагерь, можем размышлять, идеи, как снимать фильм, да, и какие у нас есть истории из жизни наших земляков, родственников. Вот так получается, у нас есть свой канал на ютубе, который называется «Все зависит от гор», на котором стоит название. Мы взяли исток любимого поэта, нашего любимого, да, поэта Бугарова. И, наверное, они как бы ориентированы, очень длинные названия, многие говорят, почему. Но именно здесь, наверное, установка, да, что надо нам расти, надо думать о важных вещах. И вот у нас есть фильмы, интерпретации, они, конечно, не такие огромные, да, протяженностью. Они минут 8, 12, иногда 2-3 урока уходят, да. И вот получается, когда готовый продукт выходит, они счастливы, они радостны, да, и вот они потом, когда мы начинаем изучать произведения, они предлагают свои идеи. Ну, в целом, такие вот моменты я хотела бы отметить. И вот личностных результатов у нас как бы много, да, ребята, которые, можно сказать, плохо учатся. Вот, например, есть Максим Дондабаев, да, вот он
у него тяжелая жизненная ситуация. Но зато он очень прекрасно играет на гитаре. Всегда он заинтересован, старается какую-то мелодию подобрать, это подойдет, мелодия не подойдет, а ему даже не дают. Как бы вот таким образом мы задействованы. И вот у нас на уроке литературы, когда мы снимаем фильм, когда его как бы уже презентуем, у всех глазки горят, все радостные, ну и готовы к новым свершениям, готовы к новым текстам, да. Но не сказать, что все тексты, конечно, идут на фильмы, именно все зависит, конечно, от реакции, да, на произведение. Хорошо у нас получилась как бы реакция на «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. Так, ну, так в целом все, наверное, так можно беречь ваше время. Спасибо за внимание. Дорогие коллеги, вопросы, может? Так, слайды можно перечислить. Так, все было указано на слайдах. Не, там есть супер. Да? Ой. Дальше. Пролистайте, да. Вот это. Просто нажимайте. Ссылка на канал наш, вы можете туда зайти, ознакомиться с нашим творчеством. Наши проект, который мы сделали, это стоп-кадры из нашего фильма «Интерпретация станционный смотритель». Первое место девочка заняла, все мы видели, ставила на конкурсе чтецов. Мы также получили диплом международный в Новосибирске. И, получается, отдыхали в лагере. Видите, ребята такие глазки горят, да, вот я думаю, что, наверное, это есть какой-то план, результат, да. Но на самом деле, действительно, филологов легло очень много ноши, да. Наша задача и ЕГЭ подготовить, и устный экзамен по русскому языку сдать, и сочинение написать. Вот я считаю, что вот этот наш видеодневник на ютубе, он поможет им не забыть прочитанные произведения, где-то вспомнить то, что мы когда-то что-то открывали, да. А также они охотно, когда уезжали на каникулы, они писали мне в соцсетях, а вот мы показали родственникам свой фильм, нажимают на ссылочку, и вот родственники действительно радуются успеху детей. Спасибо большое. Как раз видно, даже может быть не предметный результат, а личностный результат, да? Это тоже очень важно. Поэтому спасибо большое за опыт. Вопрос. Я специально пригласила практика, да, учителя реального, не просто как бы чиновника, не просто администратора школьного, да, именно педагога, который во главу угла, можно сказать, поставил не предметный результат, а именно личностный результат. И это мне очень понравилось. Я бы хотела задать вопрос, а вот не мешает ли это, потому что все эти проекты, они требуют времени, сами понимаете, да, требуют времени, ресурсов, усилий учителя. А вот достигать предметные результаты, это не мешает? То есть у вас, или у вас действительно такой вот приоритет для личностных результатов, да, а предметные как сопутствующие? Хотя ведь в ГОСах они так идут на первом месте. Может быть, важнее, какой человек сам на себя, что он представляет, чем сколько он знаний накопил за всю свою жизнь. Ну, это, наверное, мотивация для детей творческих, да, у них уже вот так вот давайте, когда вот прочитаем, мы же это видели, знаем, вот это есть у нас, да, за Каменский, давайте вот так вот, куда пойдем, это снимем, да, ну, как-то вот, я не знаю, это, наверное, всесторонне помогает, им помогает, да, раскрыть себя, помочь мне, да, я сама даже иногда бываю шокирована теми открытиями, которые мы делаем, да. Мы, во-первых, ребята, да, которые далеки, можно сказать, от литературы, естественно, давайте правду смотреть в глаза, да, зато они такие асы в монтаже.
Они говорят, вот такая есть программа, вот такая есть программа, ну что вы там сидите в этой устарелой программе, да? Ну ты сделай, облечь, пожалуйста, так, даешь ему, он так красиво это все делает. Ну, а при этом литература он начинает интересоваться Да, или есть, нет? и вот, да, какое-то представление. И помогает ли это, да, потому что, конечно, мы можем увлечься, да, и уйти в проектную деятельность, с одной стороны. Но с другой стороны, учитель вынужден выдать результат, правильно, и предметы в том числе. Раньше это называлось межпредметные связи. Ну, по крайней мере, они уже сюжет уже понимают, да, что такое капитанская дочка, да, что там был некий дяденька злой, да, который захотел быть царем, и еще он, оказывается, умеет прощать. Вот они эту идею понимают через такую вот игру. Заинтересованность. Да, еще вот, заинтересованность. не сказала, а на самом деле они ведь не просто экранизируют литературное произведение в адаптированном виде. Они еще связывают литературное произведение и, скажем, социальную проблему. Вот «Капитанская дочка», с которой я начала знакомиться с этим проектом, этот фильм вышел из «Капитанской дочки» и дошел аж до Дома престарелых, да? Закамьевск. То есть они вышли и рассмотрели проблему отцовства детей, да? То есть насколько литература вышла за границы кабинета, за границы учебника, за границы литературного произведения, книги, и насколько она приблизилась к реальной жизни детей. Помогает ли им это потом излагать свои мысли, презентовать себя где-то, более ли они уверенно себя чувствуют в других занятиях? Ну, конечно. Влияет ли это на их статус среди одноклассников, среди учителей, мнения? Ну, они как бы более скрепощаются, да. В прошлом году уже ввели устную часть, ну, а пробил у нас прям спустили за месяц до экзамена, все сдаете, да, хотели же переносить в этом году, и на эксперимент спустили, но в те, действительно, то, что вы как раз работали над фильмом, они уже не боятся этой кнопки заветной, да, в этом, на ноутбуке, завуч наша Елена Андреевна боялась. Вот, я лично уже боюсь психологически. Мы боимся выйти на трибуну и выступить, да? А тут, когда камера, они говорят в камеру, да, вот они уже уверены, они даже не обращают внимания, и вот как бы меньше пауз было. Я тоже боялась, но я думаю, наверное, какая-то была задача выполнена, что ли, такая психологическая боязнь вот, устного экзамена. Называется метапредметный результат, да. По нашему новому стандарту. Вот видите, мы делаем, мы не знаем, как это называется. Да, нам надо же Поэтому, это правильно презентовать, предъявлять сообществу. дорогие коллеги, очень интересен опыт. В сборнике он опубликован, вы можете внимательно посмотреть, как это все выглядит. Поэтому спасибо большое. Итак, слово предоставляется представителю Иркутской области, Снабкову Сергею Викторовичу. Центр развития дополнительного образования детей, заместитель директора, кандидат геолого-минералогических наук, доцент. Роль исследовательской деятельности, достижение обязательных результатов школы с низкими обязательными результатами. Уважаемые коллеги, добрый день. Я очень рад присутствовать на этом семинаре. Мне вообще всегда интересны вот те процессы, которые идут у вас в системе образования. Марина Геннадьевна меня несколько раз приглашала, меня это действительно очень импонирует. И тема сегодняшнего семинара, я тоже согласен с многими выступающими, которые говорили здесь, она, наверное, чрезвычайно актуальна. И даже актуальна, интересно, не только вот с точки зрения вот этих школ, которые дают этот низкий результат, да, и что делать, как к этому относиться, но и, наверное, даже с точки зрения того, что такое образовательный результат, да, вот, то ли мы оцениваем, и как его оценивать и так далее. На самом деле эта проблема очень серьезная, и сегодня не только наша страна, там, или вот в данном случае регион, там, озабочен весь мир по одной простой причине, что во второй половине 20 века началось резкое ускорение появления объема знаний и новых технологий. И поэтому те системы образовательные, которые существовали во многих странах, они сталкиваются с тем, что это не подходит к современной жизни. Нужно как-то учить по-другому, чтобы, как мы цель ставим, да, ребенок выходил из стен школы и мог комфортно дальше жить и плодотворно заниматься какой-то деятельностью. То есть какой должен быть результат, каким образом подходить. Вот. И
Ну вот у меня создается ощущение, что наша страна, она в этом отношении идет такими маленькими осторожными шажками, и то, что вот в госстандартах появилась метапредметная личностные результаты, это, конечно, большой уже плюс, потому что мы действительно нацеливаемся на то, что выпускник школы, он должен обладать не просто набором каких-то знаний, да, а уметь вот действительно действовать, уметь обрабатывать информацию, уметь выстраивать свою деятельность, проектировать там и так далее. Это уже большой плюс, но, правда, мне кажется, вот то, что у нас вся оценка, весь основной образовательный результат, и сегодня, собственно говоря, с этой трибуны несколько раз звучало, это оценка предметных знаний в виде ЕГЭ. Это, конечно, наверное, минус, потому что раз это основная оценка, то, ну, понятно, что школы как поступают. Нужно напрягать все усилия туда, почему вас будут оценивать, да? И вот то, что у нас стоит там и личностные, и метапредметные результаты, они как-то так несколько уходят на второй план, хотя это неправильно, хотя это тоже нужно вовсю развивать. И вот то, что в моем докладе было заявлено о роли исследовательской деятельности, я думаю, вы все прекрасно уже знаете, понимаете, что исследовательская и проектная деятельность, им отводится сегодня большая роль как раз с точки зрения того, что это те технологии, которые позволяют вот, формировать вот эти метапредметные и в том числе личностные результаты. Вот. Но наверное, надо сказать, что опять-таки делается это так вот как-то несколько резко, директивно, командно сказали, что все школы давайте обязательно должны заниматься исследовательской проектной работой, а то, что готовы ли к этому школы, готов ли вообще вот этот аппарат методический для того, чтобы этим заниматься, ну, вообще, наверное, ну, не особо озадачились. И поэтому, мне кажется, на сегодняшний день это идет пока не очень активно, как это было. Ну вот я хотел вам просто с вами поделиться, наверное, тем опытом, который у меня был когда-то, когда я занимался с детьми, и вот как мы занимались исследовательской работой. Когда я пришел в школу, я уже имел какой-то опыт, там, ну, не какой-то большой, достаточно опыт научной работы, уже успел там кандидатскую защитить, даже в институте преподавал основы исследовательской деятельности, инженерного творчества и патентоведения. И когда в школе столкнулся с тем, что у детей познавательный интерес очень низкий, результаты, соответственно, невысокие. Ну, понятно, появилась идея, что каким-то образом изменить этот процесс. Ну и вот я посчитал, что, наверное, вот внедрение исследовательской деятельности, не сидеть в аудитории, интересно, экспедиции, экскурсии, куда-то поездки, чего-то, какая-то деятельность, такая активность, да, вот, которая в помещении сидеть, ему в школе надоедает. И вот, зацепившись за это, потом, заинтересовавшись этим, они уже начинали, вот, уже появлялся какой-то интерес, появлялся какой-то кураж, особенно если там съездят на конференцию, выступят, да хорошо выступят, а вот как сейчас модный этот молодежный этот сленг, что потусуются еще в среде себе подобных там. Когда вот этим вот всем появился этот интерес, они начинали уже, ну, более профессионально, так, если это можно к этому отнести слово, заниматься как раз исследовательской работой. А вторая проблема, с которой тут же мне пришлось сталкиваться, ну, я почувствовал, что вот для того, чтобы интересно было детям работать, не хватает какой-то вот такой исследовательской среды. Ну, администрация школы пошла нам навстречу, дали даже нам класс, и мы этот класс оборудовали потом постепенно, с разных, там что-нибудь утащишь, там кто-нибудь подарит чего-нибудь там. Оборудовали исследовательскую лабораторию, в которой был свой архив, библиотека, там, выставочный зал, куда дети могли прийти, увидеть, что вот их результаты их работы, вот они стоят, они там могут смотреть. То есть это совершенно, ну, как бы аудитория, которая построена по другому принципу, да, где нет вот стола, стула, за которым ты должен сидеть, парты какой-то, тут все по-другому, это рабочее пространство, где можно заниматься, где можно исследовать. Ну, следующий шаг, и он как бы естественно уже сразу тоже вытекал из этого, что нужно создать еще и какую-то исследовательскую атмосферу, чтобы вот как бы окунуться в эту деятельность, чтобы она была интересна.
Ну, начали мы с того, что начали проводить систематически какие-то такие заседания свои, которые обсуждали не то, что это вот отчет, там какое-то формальное мероприятие, а обсуждали то, что у нас получается, что делать. Особенно дети очень любят фантазировать по поводу того, что делать. Там, планировать вперед, давайте мы сделаем это можно бесконечно так проводить. Плюс ко всему начал привлекать, благо недалеко от Иркутска, всего-то 100 километров, это в Кулкуке, Судьянский район, значит, привлекать специалистов с областного центра, которые приезжали, там что-то рассказывали детям и так далее. И, кстати, вот после того, как к нам стали приезжать разные такие выдающиеся люди, у меня напрочь пропала какая-то проблема относительно, где искать темы исследования. Очень часто, вот, когда курсы провожу, люди приходят, учителя, и первый вопрос, вот подскажите, как найти тему исследования. Я все время говорю, что если вы работаете, занимаетесь чем-то там, вот, этого вопроса как бы никогда не возникает. И тут он у меня перестал возникать, потому что любой человек интересный, который приезжал, он что-то рассказывал, всегда появлялось огромное количество вопросов, а почему так, а почему это, а где это, а вот туда нужно было съездить, а это посмотреть. То есть, как бы вот, интересов было много. Ну и, наконец, наверное, последнее, то, что касается вот этой деятельности. В какой-то момент мы поняли, что надо вот этот принцип, еще один принцип ввести, это принцип, что любая наша деятельность, любая вот эта исследовательская работа, она должна быть ориентирована на результат. Ну что значит на результат? Это не значит, что там, потом какой-то прибыль там получает, еще что-то, а то, что это не должно быть исследование ради исследования. Что-то, чем-то это должно быть закончиться. Там, доклад на конференции, там, статья в газете, там, какой-то элемент экспозиции и так далее. Это сразу повышало актуальность этой деятельности для самих детей, и они понимали, что это они делают, вот для них вот сейчас, как только говорили, да, там повышается статусность там, в коллективе и так далее, это резко все меняло, потому что когда вдруг открывают газету, видят там мальчик, которого никто там в классе и не знал, что он там что-то чем-то занимается, а вдруг у него на целую полосу его статья о какой-то коровическом исследовании. Это все резко изменилось. Занималось у меня обычно от 10 до 80 школьников, там разные годы, помогали разные педагоги, и в том числе даже занимались дети, которые, помните, были классы коррекции, вот у меня эти дети с классов коррекции, несколько человек занималось, причем они оказывались такими самыми чуть ли не главными активистами, потому что писать, читать они толком не умели, но зато участвовать в каких-то таких энергичных мероприятиях, куда-то идти, с кем-то разговаривать, они были первыми застрельщиками. И у них даже неплохо получалось, там выступали. Вот таким вот образом эта деятельность, она, конечно, давала свои результаты, дети там выступали, ездили на региональные, всероссийские, даже 8 человек у меня получили премию президентскую, которую поддержку талантливой молодежи. Но, наверное, самое главное, это понятно, что это такая целенаправленная деятельность. Самое главное от этой деятельности, наверное, было то, что мне через какое-то время стали подходить учителя школы и говорить, вот вы знаете, вот, наверное, спасибо вам, потому что вот этот ребенок вдруг заинтересовался математикой. Он напрочь отказывался чего-то там делать, а тут вот он ничего не получилось у него, но зато он пытался что-то делать. Вот. Я думаю, что это для меня было, наверное, самая главная похвала той деятельности, что вот этот вот исследовательский этот процесс, он действительно, наверное, будил вот какой-то познавательный интерес. Поэтому я думаю, что роль, по своей сути, проектно-исследовательская деятельность, это очень эффективные, конечно, технологии, но действительно надо к ним относиться очень гибко и творчески. Нельзя вот так вот как-то буквально все взять и перенести. Надо в каждом конкретном случае смотреть, думать, как это делать. Потому что вот последние годы, сейчас, вы все прекрасно знаете, у вас то же самое, что все должны заниматься проектами, приглашают на какой-нибудь там крупный конференцию проектных работ школьников начальных классов. Прихожу и за голову хватаюсь, потому что выходит бедный ребенок. Главное, что тема-то у него интересна. Они с мамой там занимались, наблюдали за каким-то цветочком. Все прекрасно. Но он выходит и начинает: объект моего исследования, это предмет такой, гипотеза. У меня аж руки сразу опускаются, все. Да? И вот этого там абсолютно не нужно. Не нужно это, потому что он этих ни слов не знает. Он не может понять смысла. И наоборот, насаждая это, ему забивает, он теряет смысл своей деятельности, важной деятельности, которой он занимается.
Поэтому я вот вас призываю, педагоги, вот, если как-то вот, тем более я думаю, что для школ, да, вот этих с низким образовательным результатом, наверное, возможно, это один из путей, который выправляет эту ситуацию, но относиться к этому очень внимательно, творчески, гибко, учиться этому, потому что это только кажется, что давайте вот мы скажем, завтра все занимаются проектами и занимаемся. На самом деле потом спрашиваешь, оказывается, вообще никто не знает, что такое проект. Это, конечно, плохо, поэтому я вас призываю все-таки серьезно относиться к этой теме. Спасибо большое. Есть у меня Да. Самая любопытная сегодня девушка у нас на семинаре. Нет, я просто не могу выносить долгие совещания, когда все засыпают. Сергей Викторович, у меня вопрос к вам как к практику. Так как я уже до мозга костей, наверное, чиновник, и, наверное, действительно директивно внедряется, все должны заниматься проектной исследовательской деятельностью. А скажите, надо ли нормировать? И каким образом, на ваш взгляд, было бы оптимально нормировать эту деятельность для школьников по разным классам? С какой целью? Ну, вы поняли, то есть, да? Нет, я могу ответить, когда пойму цель, то есть нормировать ради чего? Что получить там? Какую норму? Ну вот смотрите, есть как бы задача, да, чтобы школьники обладали разными МВД, в том числе в ходе, то есть наиболее, так сказать, эффективный путь освоить вот эти универсальные учебные действия, это работать над какими-либо проектами. Да? Всем сказали, работайте над проектами. И что сейчас получается? Сейчас я сама отвечу за вас на ваш вопрос. Да, может, конечно. Искусство педагога, да? Но мне хотелось бы вашу точку зрения. Что сейчас получается? Всем интересно работать с учениками, которые, так сказать, успевают, которые имеют уже изначально мотивацию, так далее, успешные. И вот эти дети, я их просто наблюдаю, так как ежегодно проводила Олимпиаду, они бегают из Олимпиады в Олимпиаду, из мероприятия в мероприятие, являются нашими звездами, они загружены, перегружены, у них так периодически дергается глаз, потому что у них нагрузка очень большая. Да? И вот они у нас звезды, и каждый учитель ведет проектную деятельность. Они имеют по несколько проектов по-разному. Ну, нормировать вы имеете в виду на человека или на группу, да. которую? Сколько, допустим, человек может заниматься? Ребенок может заниматься проектом. Да? Ну, вы знаете, мне кажется, это нет такой необходимости, потому что больше, чем он физически может, но не будет он этим заниматься, он будет ходить на какое-то фигурное катание, еще чего-нибудь. Он все равно там будет занимать. Тут я не знаю, нужно ли это вводить, а вот ну, по времени... Например, проблема такая. Есть дети, которые не охвачены проектной деятельностью. Нет, вот это минус, потому что... Значит, должна быть норма не менее одного проекта. Есть другая проблема. Всем педагогам сказали вести проектную деятельность. И вот они задают домой через день до каждый день сделать проект по такой-то теме, сделать проект по такой-то теме. При этом учитель в соседнем кабинете, который ведет на следующий урок, он часто не в курсе бывает, что им уже задали по той теме домашнее задание проект. И он задает им тоже проект. Ну вот если честно, мне это как раз вот и не нравится, что вот, когда вот такой декоративный, ну я, наверное, сейчас не смогу вам ответить, потому что я-то вижу эту проблему, что всем, да, выдают там, вы кровь из носа это делаете. Надо все-таки, вот я к чему призываю, что это, видите, сейчас я попытаюсь объяснить почему, что исследовательская деятельность, что проектная, по сути своей, это творческие виды деятельности. Творчество вы никогда не сможете регламентировать вот уже вот до такого. То есть можно создавать какие-то условия, можно ну, какие-то предпосылки к тому, как это все делать. Регламентировать полностью это невозможно. То есть можно дать, что не менее одного проекта. Но проекта ведь все можно, что вы под этим будете подразумевать. Можно там вечером пришел, действительно, а как, на ваш взгляд, реферат написали. целесообразно такую установку давать, что не менее одного проекта или нет целесообразно? Еще раз повторите. Чтобы было не меньше одного проекта у каждого ребенка. Целесообразно или нет целесообразно? Я думаю, что нет. Я думаю, нет. То есть все-таки пусть остаются дети, которые не охвачены, с которыми не охотятся.
вообще это надо, наверное, не регламентировать, это работать с педагогами, потому что педагоги тоже сами заинтересованы в том, чтобы у этих детей тоже формировались метапредметные. У нас же стоит ГОС, да, вот эти универсальные учебные действия. А это хороший способ их формировать, потому что педагог-то потом действительно его результат деятельности оказывается, что вот у этого ребенка нету никаких сформированных. Может, я... И никто за это не отвечает. Если у нас даже нету на уровне государственного пока понимания, каким образом оценивать метапредметные вот эти результаты, их же нет. Об этом все время говорят на всех конференциях. Сколько мы с Мариной Геннадьевной даже попадали, были. И, в общем-то, результата нет. Поэтому, я, наверное... Опыт проектной деятельности не является априори доказательством их наличия? Уровень неизвестен, но наличие... То, что они занимались, да? Не знаю, сложно сказать. Честно слово, надо подумать. Я не готов, наверное, ответить. Елена Семеновна, небольшую ремарку. Вы знаете, у Поташника была замечательная статья в зауче. Да? Заставь учителя молиться в ГОСам, он НЛО прошибет. Вот это как раз о том, да? Потом, когда если мы внимательно познакомились с ГОСами, вот я сказала, слава тебе, Господи, что он появился. Потому что там у нас рекомендуемые технологии, это прежде всего проектный метод обучения и учебно-исследовательская деятельность. Не научно-исследовательская, а учебно-исследовательская. То есть дети проводят учебные исследования, да? Абсолютно. А теперь, я думаю, мы тоже задавали вопрос, когда переходили к ГОСам, а сколько проектов один ученик за год? Конечно же, один. И у вас в рабочих программах должны быть отражены по каждому периоду, просто море всевозможных тем и для проектов, и для всего возможного, чтобы каждый нашел себя в какой-то теме, которая ему понравилась. И в разных формах это представил. Ведь результатом-то проекта выпускника школы разных результатов, вплоть до стихотворения, нотного произведения, да, и так далее. Поэтому все исходит из потребностей детей. Это разумно. Спасибо, Елена Семеновна. Буквально, ребята, хорошо, спасибо, напомнили про научно-исследовательскую. Уважаемые коллеги, да, мне кажется, нужно четко понять, что мы занимаемся или учебно-исследовательской, или исследовательской деятельностью, не потому что там чем-то ущемляем науку, а потому что на самом деле исследовательской деятельностью занимается намного больше отраслей вообще говоря, нашей промышленности, жизни, не только одна наука. И мы готовим, вообще-то говоря, всех не идти в науку, а к будущей жизни, где сейчас все занимаются исследованием. Причем гораздо больше, чем наука. Спасибо. Сейчас мы закончили часть нашу, такую, как сказать, в очном режиме, как называется, да? Поэтому, я думаю, сейчас послушаем что нам прислали видео. Мы в прямом эфире. Уже Тунка написала нам, что ждем презентации. Им все нравится, процесс идет. Тоже написал Северобайкальск. В общем, поэтому, друзья мои, мы работаем. Сейчас включаем видео Хабаровский край. У меня такое предложение. У нас есть школы, которые спроектировали, да? И после этого нам потребуется время на обсуждение. Может быть, мы все-таки в 2 часа дадим слово школам, которые готовят, да? А потом, когда вы будете смотреть это видео, вы сожалеете. Хорошо. Давайте хорошо. Ладно, тогда Владимир Викторович, пока убрать. Чуть позже видео. Значит, у нас подошли все участники проекта. Поэтому мы даем сколько им? 5-7 минут для защиты, да? Жестко время контролируем. Так, поэтому у нас в рамках семинара защита проектов школьных библиотек, которые тоже работают в системе низкопроектных результатов. Поэтому слово предоставляет Карбогатайской школе. Так, Татьяна Андреевна Григорьева. Все, да? Там 3 автора проекта: Григорьева, Солодухина и Чернигівская. Защищает Татьяна Андреевна Григорьева. Тема проекта: повышение качества математического образования на основе использования инновационных ресурсов в школьной библиотеке. МБО Карбогатайская СОШ. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте вам представить проект муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарбогатайская средняя общеобразовательная школа. Повышение качества математического образования МБО Тарбогатайская СОШ на основе использования инновационных ресурсов в школьной библиотеке.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования задает качественно новое представление о том, каким должно быть содержание образования и его образовательный результат. Современная школа должна научить ребенка учиться, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать. Именно коммуникативное умение, творчество и любознательность, умение работать с информацией, социальная ответственность и другие умения и качества, необходимые человеку в 21 веке. К сожалению, сейчас большинство наших учащихся показывают очень слабую подготовку к самостоятельному учению, самостоятельному добыванию необходимой информации. Низкий уровень умения решать проблемы, находить выход из нестандартной ситуации. Болотово-Богатайская СОЖ в 2016 году была отнесена к категории школ с низкими образовательными результатами. Школа является массовой, в которой также обучаются учащиеся из реабилитационного центра, имеющие низкую мотивацию обучения, а во многом педагогическую и бытовую запущенность. В последнее время наибольшее распространение для обозначения испытывающих трудности в усвоении учебного материала учащихся получил термин «ДАТ» – дети с академическими трудностями. Причины академических трудностей уже говорили здесь давно, будут разные, это и низкий уровень мотивации, физиологические проблемы, социальные проблемы и другие. Выявление причин неуспеваемости обусловлено необходимостью поиска верных путей решения данной проблемы. Исходя из анализа работы с детьми категории ДАТ, в 2016-2017 учебном году в Болотово-Богатайской СОЖ была составлена дорожная карта выхода из данной ситуации. Для выявления учащихся категории ДАТ учителями-предметниками анализировались итоги промежуточной аттестации, ГИА, ВПР, итоговых контрольных работ за учебный год. Также было проведено анкетирование детей данной категории, которое показало, что в основном дети этой категории имеют низкую мотивацию к учению, и лишь небольшая группа учащихся испытывала затруднения в силу своих способностей и здоровья. Общее количество детей категории ДАТ в Болотово-Богатайской СОЖ это 8-11 классы, по русскому языку 30 учащихся, по математике 31 учащийся. Это примерно 24% от 8-11 классов. При составлении программ работы с учащимися категории ДАТ учителя-предметники обращали внимание на причины, приведшие к низкому качеству знаний учащихся в данной категории, и искали меры по устранению данных проблем. Математика относится к числу тех предметов, которые сложны большинству обучающихся для усвоения. Основная проблема – это несоответствие особенностей личности каждого ребенка и структуры образовательного пространства массовой школы, традиционных форм образования. Поэтому совершенно необходима специальная поддерживающая работа, помогающая испытывающим трудности в обучении детям успешно осваивать учебный материал. Учителем математики Черниговской Анной Николаевны была разработана программа работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Для повышения познавательного интереса учитель планирует использовать проблемные ситуации, решение задач с практическим содержанием и информационные технологии. Работают программы «Живая математика» и «Геогебра». Это очень интересные программы, содержащие массу демонстрационного материала по математике. И также такая виртуальная лаборатория математическая, да, где можно чертить 3D-фигуры, различные графики и тому подобное. Но по данным опроса, который был проведен среди учащихся категории ДАТ, не все из них имеют персональный компьютер и выход сеть интернет. Но одной из ключевых задач для современного образования является качественное обучение и обеспечение равного доступа к нему для всех детей, независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей. Одним из таких путей мы видим в использовании инновационных ресурсов школьной библиотеки для решения вопросов повышения качества образования и уровня учебной мотивации. Поэтому центром информационно-образовательного пространства школы может стать школьная библиотека, оснащенная современной техникой и программами. А также обновленная библиотека может стать ресурсной площадкой по освоению и широкому применению педагогами школы современных образовательных технологий, предусмотренных новыми стандартами. Данный проект планируется реализовать на базе школьной библиотеки Болотово-Богатайская СОЖ. В проекте примут участие 50 учащихся 8-11 классов, в том числе 31 человек из категории ДАТ.
Информационная справка о библиотеке МБОУТР Богатайская СОЖ. Школьная библиотека МБОУТР Богатайская СОЖ располагается на третьем этаже типового трехэтажного здания. Образовательное учреждение занимает одно помещение площадью 70,8 квадратных метров, в том числе читальный зал на 12 посадочных мест площадью 20 квадратных метров. В штатном расписании библиотеки одна ставка педагога библиотека, техническое оснащение, один компьютер, принтер, проектор, экран, компьютер подключен к интернету. Библиотека использует различные формы работы. Библиотека работает в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом школы и является членом методического совета школы. В библиотеке имеется обширная электронная коллекция классных часов, презентаций, сценариев на разнообразные темы, музыкальных произведений, фонограмм, портретов писателей, аудиозаписи рассказов, стихов, сказок и тому подобное. А также электронная база ЭОР для учащихся и учителей, которая размещена на постоянно действующем сайте библиотеки. Итак, цель нашего проекта – это развитие информационно-образовательной среды школы через использование инновационного потенциала библиотеки в качестве ресурса, способствующего повышению качества математического образования детей с академическими трудностями. Задача проекта перед вами. Так, основная идея проекта – использование инновационного потенциала школьной библиотеки как возможности изменить подходы к процессу образования, вступив на путь развития информационно-образовательной среды школы, о которой речь идет в стандартах нового поколения. Практическая значимость проекта заключается в формировании новых подходов к организации деятельности школьной библиотеки, обозначена как интеграция сил всего педагогического коллектива для использования ее инновационных ресурсов с целью повышения качества школьного образования. И основная решаемая проблема – это повышение качества математического образования на основе использования инновационного потенциала школьной библиотеки. Участники проекта – педагог, библиотекарь, учитель, учащиеся, классные руководители и администрация школы. План мероприятий по реализации проекта включает несколько направлений. Первое – не будем читать. план мероприятий не будем читать? Мы внимательно прочитаем и тоже читать будем, да? Чтобы ускорить процесс. Так, ну первое – это создание условий для реализации проекта. Второе – это расширение объема ресурсного обеспечения. Так. И третье – это уже внедрение новых форм внеклассной работы учителя, который вот как раз включает да, вот эти самые программы математические, которые учитель уже как бы опробировал с детьми вот эти программы, очень дети заинтересовались, потому что это действительно живая математика, да, и как бы для детей мы этот проект хотим как раз назвать «Живая математика», потому что там все движется, перемещается и тому подобное. Уважаемые коллеги, Татьяна Андреевна, я прошу прощения, что вас прерву, да, 7 минут прошло. Я вот сейчас хочу обратить вас всех внимание, да, вот на эту ситуацию. Не извините, что я на вас потренируюсь, но это, так сказать, для нашего общего роста. Вот 7 минут, да, человек говорил общие фразы, которые мы и так все знаем, да? И кто сейчас может в двух словах сказать, в чем суть проекта? Использование информационных ресурсов. Нет, вот использование информационных ресурсов, это тоже общая фраза. Вот что вы будете делать с детьми? Вот мы вам дадим 3 компьютера, да? МФУ дадим фотоаппарат, камеру, да, которая возможность видео, фото делать, да, это все обрабатывать. Что вы будете делать? Экран проекта. Вот понимаете, вот этого вы не сказали. Я прошу обратить внимание всех выступающих, которые следуют говорить. То есть мы хотим услышать, мы вам зачем оборудование будем дать, и каким образом дети этим оборудованием будут. Ну вот здесь как раз все вот Владимир в этих направлениях как раз все и как вот бы рассказывает, что мы скажите, сформируем группу учащихся с низкими образовательными результатами по математике, и, ну и вообще кто желает заниматься, значит, математикой. Сделаем флешмоб сначала, для начала, объявим об этом проекте, чтобы заинтересовать ребят. Обучим учащихся этим программам. Будет называться? Вот для детей. Живая математика. Живая математика. Вот так и называйте свой проект. Живая математика. Ну вот для детей так его и слов, называем. которые вы используете. Да, это как бы для педагогической общественности, а вообще это живая математика. Обучим их программу этим, и потом уже перейдем к геогебра и живая математика. Так называются математические программы. Это программы иностранные, они в свободном доступе в интернете, бесплатные. Очень интересно, по сути, я уже говорила, виртуальная математическая лаборатория. Можно моделировать 3D-фигуры, можно разные графики функций строить. А на какой уровень? А? На какой возраст рассчитываете? Разного уровня вообще.
вообще разного уровня возраста можно. И непосредственно потом даже, вот видите, у нас создание информационных продуктов уже потом пошло здесь, да? Вот, например, проекты сначала пошли, да, различные. Ну, мы так написали примерно эти проекты, потому что потом уже будут интересы и желания детей зависеть эти проекты. И конкурс обучающих видеороликов, уже дети будут сами обучать других учащихся, как работать в этих программах, как создавать 3D-фигуру. И такое как бы обобщающее это электронное пособие «Живая математика». Сколько раз будут дети заниматься и в каком режиме в этом проекте? Ну, мы планируем раза 2 в неделю, потому что время до ноября нам уже надо краткосрочный проект. Минимальные хотя бы выдать? Да, мы планируем уже к концу ноября выдать. Какие-то продукты нам покажут? Информационные продукты, да. Понятно, спасибо. Так, хорошо. Вопрос экспертов. А тогда, пожалуйста, не минутку, представьте экспертов, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы допустили сами такую оплошность, не представили нашего жюри. Ольга Михайловна Брунева представляет Бурятский республиканский институт образовательной политики. Ольга Михайловна представляет жюри конкурса, республиканского осмотра конкурса библиотек, в рамках которого мы вот этот такой мини-конкурс проводим. И Ольга Михайловна, пожалуйста, представьте своих коллег. Хорошо. Разрешите представить Кучмурукова Екатерина Александровна, декан гуманитарного информационного факультета Восточно-Сибирского государственного института культуры, кандидат исторических наук, доцент. Миронова Екатерина Борисовна, педагог библиотекарь высшей категории Новобрянской СОЖ Заиграевского района. Будаева Лидия Сергеевна, педагог библиотекарь Буа-Арабойская СОЖ, руководитель МОО школьных библиотек Волынского района. Ну и меня уже представили. И вопросы. Так, а теперь у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот здесь все понятно, да, живая математика, все хорошо, красиво. Как библиотека и интегрируется вместе с учителем математики? Ну, на самом деле ресурсы, мы уже достаточно много наш такой потенциал библиотеки накопили, да. У нас вот сайт замечательный есть, на который много прямых ссылок на обучающие сайты, на видеоуроки, на прямые ссылки к электронной библиотеке. Ну, там, в общем, большие уже такие информационные ресурсы у нас сосредоточены. У нас замечательный справочный фонд библиотеки, энциклопедии, уже печатные издания и так далее. И как бы двери нашей библиотеки открыты для всех предметников, учителей. Но желание, значит, пока я заявила вот именно, это тоже ведь зависит, да, от желания учителя какими-то проектами заниматься. Анна Николаевна, учитель математики. Я думаю, что на ее примере, вот как раз, если еще и техника у нас будет в библиотеке, то и другие учителя тоже, предметники, потянутся. И библиотека действительно станет вот тем информационным библиотечным центром, который предусматривает новые стандарты. Я хорошо понимаю, что вы будете у себя в библиотеке устанавливать всю технику, да. При этом все программы, которые вы будете использовать, и дети могут в свободное от учебы время приходить в библиотеку и в этом проекте работать. Правильно. И еще один вопрос. Кроме того, мы еще будем информационно поддерживать библиотечные уроки по основам исследовательской деятельности, по безопасности работы в интернете. Ну, там будет все в этой программе, в этих пунктах есть. У меня вопрос. Так как связано с математикой, а у вас кабинет информатики есть? У нас есть, но, к сожалению, вот сейчас в связи с электронными журналами, не знаю, как у вас там, да, в школах, может быть, есть на рабочем месте учителя какой-то компьютер. У нас постоянно кабинет информатики загружен. До 2 часов и больше идут уроки, затем учителя садятся с этими электронными журналами, и заниматься детям вот просто негде. Просто здесь связь, когда идет с библиотекой, я лично не очень увидела, в чем роль библиотеки, кроме стандартных положений, которые вы изложили. Можно поставить 30 компьютеров в библиотеку, это не значит, что туда дети придут и будут там заниматься. Потому что вот это, здесь есть... это сегодня проблема, чтобы они там занимались. Поэтому я не увидела сетевого взаимодействия, но если мы говорим об оборудовании, которое будет в библиотеке, я не увидела действительно, если мы говорим про низкие результаты, дети, которые, может быть, или заболели, или отстали, какая-то, может быть, связь, раз это оборудование, что с ними будет дома сетевое взаимодействие наложено. Потому что вот это вот стандартный набор, да, он как бы, его должен выполнять или кабинет математики, или кабинет информатики. Как бы роль библиотеки, потому что там много энциклопедий, дети туда все это не очень идут домашние задания готовить. Вот в чем проблема. У нас, здесь я не увидела, может, вы это словами объясните? У нас
трудно живет село, даже вот вы говорите, дистанционное, да, какое-то обучение, о котором вы говорите, у нас не у всех есть компьютер, это не то, что выход в интернет. И поэтому вот как раз, когда техника это будет стоять в библиотеке, это будет замечательно. Еще хочется я дополнить учитель математики в Я хочу добавить, что вот сейчас как раз дистанционным таким обучением, когда дети выпускают или дают задания, работаю с ними для подготовки к экзамену, я делаю это с дома. Вечером. Но это не совсем удобно, поэтому если у нас будет вот такая вот площадка, а потом это будет группа детей, это будет сотрудничество, это тоже же формирует метапредметные результаты, да, вот это взаимодействие, сотрудничество, умение услышать ближнего. Еще вопросы есть? Еще вопрос. Я поняла, что учитель математики будет делать несколько информационных продуктов. Да. Но интересно, будут ли дети делать, да, сами какие-нибудь... Нет, это не учитель математики будет делать. Задача учителя математики обучить детей работать в этих программах. Написано у вас. Ну, как ответственный. А, конечно, это дети будут создавать эти информационные продукты. И тем более вот эти вот программы, у них есть интересная такая функция, можно вот эти готовые продукты публиковать в интернете сразу. Вот это Вот предметы, метапредметы, результаты как раз тут написано. я добавлю, я уже работала в этих программах, программа очень наглядная. Детям очень нравится, тем более у нас дети очень любят работать на компьютере. Да, они не будут уже заниматься какими-то там стрелялками или прочее, а вот конкретно будут заниматься. Я не привязана к заданию, все понятно. Да. А трансляция этого опыта будет? Самое-то главное, чтобы вот этот положительный опыт, который вашим детьми накоплен, ушел дальше на другие школы. Он будет где-то обобщен, я не знаю. Обязательно будет обобщен. Мы планировали даже трансляцию, муниципальные электронные какие-то пособия сначала будет реализовать, Дайте нам мы планировали, что все-таки школа с низкими результатами будут кооперироваться либо с базовыми школами. Ну, понятно, что вы одна из районная школа. Ну вот каким-то образом так получилось, что, возможно, это те дети, которые вам прибавили таких лет, Но вот планируете ли вы взаимодействие с другими школами? То есть ну, мы вообще планировали не еще... сами в себе замыкаться, а да. обмениваться продуктами, где такие же программы можно реализовать. Вы меня извините, пожалуйста, мы так пойдем и не закончим и до 6 вечера. Поэтому сейчас наши докладчики будут выступать ученики. Общая картина понятна, членам экспертной комиссии понятна. Поэтому приглашаем следующего. Спасибо большое. Извините, что прервали вас. Приглашаем вас. Ну, смотрим время, друзья мои, хорошо? Значит, приглашаем Томилову Ольгу Ивановну и творческую группу учителей начальных классов школ Тункинская средняя общеобразовательная школа, Тункинский район. У нас представлен хорошо проектный метод, методический прием при обучении орфографии трудных слов. То есть там была математика, русский язык. У нас хорошо представлена география. Закарьевский, Акинский, Тункинский район, да? Ближайшие села. Поэтому, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие участники семинара. Я поздравляю с началом учебного года. Мои любимые коллеги, библиотекари, вас поздравляю в первую очередь. Началась наша тяжелая пора осенняя. Ну, мы писали, 3 проекта отправляли. Ехать я по состоянию здоровья не могла, но я все-таки вчера приехала. И с проектом учимся писать грамотно. Меня слышно? Да. Чем богаче слова ребенка, тем точнее так. Вот это, да? Как это получается? Стрелка вверх, через голову. Стрелка вверх. Право. Ну, актуальность проекта. Во-первых, я хочу сказать, живем мы в селе Тунка. Я уроженка Тунки. Работать я пошла в школьную, в сельскую библиотеку вначале. 8 лет там отработала, а потом перевелась в школьную библиотеку. И стала там работать. Почему? А по призванию. Потому что не было вот именно связи с сельской библиотекой со школьной. Потому что дети ходили туда
мало. И вообще, конечно, нужно, знаете, и математику, и русский язык разбирать, это только тогда, когда ребенок научился читать. Сейчас нам нужно создавать, наверное, все заново. Ликбезы для родителей, которые сейчас у нас в деревнях остались. Какие родители, какие семьи? Неблагополучные, многодетные, неполные семьи, семьи из ближайшего нашего зарубежья. Они такие у нас в быту. Они такие. И мы остались там жить один на один. И это у меня в 2003 году, когда пришло, выигрывала первый проект всероссийский. Значит, поступил у нас по путинской программе. Значит, нам готовы для библиотекарей компьютер, проектор, все оборудование, принтер, значит, и все у нас это забрали по всем школам. Вот я знаю прекрасно. Библиотека моя небольшая, тоже 71 квадрат. Там мне совмещен читальный зал и абонемент. Я хочу сказать, что дети в библиотеку идут маленькие, и начальная школа в школе нашей – это особая такая ступень, где она обучает читать, писать, считать, жить, совершенствовать, жить, оставаться в нашем селе. Но в нашем селе остается народу мало, потому что работать негде. Потому что жить нам землю не дают. Это нормально. На основании проекта. Такое вот у меня. Ну и многие, конечно, учащиеся не имеют компьютера, не имеют доступ к электронным образовательным ресурсам. Поэтому одной из актуальных проблем для повышения качества образования учащихся является создание условий доступа к электронным образовательным ресурсам на основе, на базе школьного библиотечного фонда. Актуальной проблемой остается, мы соединяем, сейчас мы... Суть проекта, да. 60% учащихся допускают различные орфографические ошибки в письменной речи. Этим обеспокоены не только учителя, но и родители. В связи с этим разработан педагогический проект для учащихся начальных классов «Учимся писать грамотно». Большой объем школьного материала по русскому языку необходимо не только освоить, но и применить его на практике. Учащиеся должны научиться выделять орфограммы, находить их опознавательные признаки и в соответствии с этим применять то или иное орфографическое правило. Учителя, методисты, психологи ищут, конечно, различные выходы, чтобы у учащихся была сформирована орфографическая зоркость по русскому языку. Чтобы улучшить грамотность детей, нужно применять меры по улучшению положения в этой составной части обучения. И данный проект призван помочь учащимся улучшить грамотность по русскому языку, повторить материал, изученный ранее, углубить и расширить спектр имеющихся знаний. Повышение орфографической грамотности учащихся остается одной из важнейших проблем методики преподавания русского языка в начальной школе. Начальная школа призвана обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма. Так подчеркивается в основных направлениях реформ общеобразовательных и профессиональных школ. Работа учителя начальных классов в условиях современной школы предполагает развитие творческих способностей учащихся путем поиска эффективных приемов и методов преподавания. Проект «Учимся писать грамотно» ориентирован на учащихся начальных классов и составлен в соответствии возрастных особенностей младших школьников и требований ГОС второго поколения. Проблема исследований заключается в методическом обеспечении процесса формирования орфографической грамотности учащихся. Новизна проекта. Реализация проекта имеет практическую направленность и предусматривает осознанный подход к освоению учебного материала, самостоятельное получение знаний. Типовые особенности проекта. Участники проекта, учащиеся начальной школы, родители, учителя начальных классов, школьная библиотека. Тип проекта исследовательский, среднесрочный, пока 2 месяца, но мы будем продлять. Объект исследования, учащиеся начальных классов, Болотункинская СОЖ имени Седова. Предмет исследования – безграмотность учащихся, связанная с несоблюдением языковых норм. Гипотеза – если систематически применять различные виды работы орфографического характера на уроках, то можно научиться писать грамотно. Цели и задачи проекта.
повышение уровня грамотности учащихся, связанное с соблюдением языковых норм, лексических, грамматических, орфографических. В связи с целью объектов, предметов, гипотезы исследования необходимо решить следующие задачи. Это соблюдение в практике письма, основные правила орфографии, умение выявлять и исправлять ошибки в письменной речи, повышение уровня успеваемости, повышение уровня самостоятельности, апробирование методической работы по формированию орфографической зоркости и проверить ее эффективность на практике. Пожалуйста, переходите к конкретике. Как учителями начальных классов решение проблемы повышения орфографического. Ожидаю результат. Мои визуально текст разложить. В чем суть проекта? Опять ошибка тоже как предыдущего оратора. Да, я знаю, что вот это ошибка, потому что я свой не перевела проект. Вот что я говорю. Не ехала, и приехала. Вот вам оборудование дадим, а что вы с ним будете делать? Вот это мне Продукт проекта нашего. Во-первых, дети всегда идут в библиотеку не один всего лишь компьютер, которым я рада помочь им. Я жду домашних заданий. Я живу далеко, я прихожу утром и вечером ухожу. Я помогаю детям, потому что у меня собственные дети учатся в школе. Дальше. У нас еще создан проект «Прочитайте рюкзачок», в котором мы собираемся, раздаем рюкзачки с книгами. Это семьи детского сада. Начинаем детский сад взять, начальная школа и 5 класс. Вот 3 рюкзачка. Это достаточно 3 семьи пока. Но как они будут внедряться? Мы на 2 месяца его. 8 числа, 8 у нас будет день грамотности, открытие. А 31 у нас будет день школьной библиотеки. Вот это у нас закрыть. Как получится у нас там? Да, наш конечный продукт, это собираемся мы создать фильм. Вот по всему, поэтому снимать. Но у нас этого ничего нет. А ресурсы мы будем подключать. Я место освобожу под все компьютеры. И вообще уберу все старые книги. Я не знаю, как доказывала. Спасибо. Вот, может, вопросы у экспертов есть? Ну, вообще есть. Ну, задайте. Если вообще есть. Очень много, да, но не плюс. Ну, хотя бы один вопрос. Речь идет все-таки о проектах, насколько я понимаю, информационно-библиотечных центров. Да? Вы привлекали к разработке вот этого проекта педагога-библиотекаря? Или вы только учителя начальных классов собрались и разработали его? Ну, как я сама вообще-то педагог библиотеки первой семьи. Да. Это они меня сюда отправили. Как говорится, натурально учу. Все понятно. Идей очень много, работать очень сложно. Такие сейчас современные к нам идут запросы, сами знаете. И мне легко быть в Улан-Удэ и чувствовать здесь человеком, когда здесь не тормозит никакой интернет, и так хорошо работается. Замечательно. А как вот там работать-то? Это деревня-то, как говорится. И убежать нельзя оттуда. Спасибо. Так, пожалуйста, вопрос есть еще? Есть вопрос. Есть вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас вот заявлено в рабочих проектах творческая группа учителей начальных классов. Кто-то из них здесь сейчас присутствует? Нет. Не присутствует. Они командировали меня, потому что они предполагают, что они будут этот проект реализовывать через школьную библиотеку. Да, да. Я бы, естественно, работала с ними. Какими формами? Там все прописано. Пролистайте презентацию, мы посмотрим. До конца. Нормально. Деятельность там у вас не альбом словарь положили. То есть вы будете проводить Давайте библиотечную продукты. Ну да. Дальше. Продукты. Ага, продукты внимания. Вот продукты. Будет сделано. Это
начальной школы, и они, вот у них есть такой, они это проводят. Все понятно. И я бы не сказала, что на начальную школу с низкими образовательными результатами. Низкие образовательные результаты, конечно, очень. Все, спасибо большое. Они с начальной школы начинаются. Да? А ну, как мы начинаем? Читать мы как начинаем? Начальную школу. Все, спасибо большое. Вам спасибо. Ольга Ивановна. Так, эксперты работают. Следующий проект, я не поняла, приехали, неужели в Бургорскую школу? Нет, Они так не доехали, да? Так, слово предоставляется. Есть видеозапись Смолиной. Я думаю, что потом вы посмотрите эксперты, ладно? Чтобы это, да? Видеозапись не смогла приехать. Так, ага. Андреева есть? Да. Так. То есть присутствуйте сначала, а потом видеозапись. Андреева Любовь Валерьевна, библиотекарь, учитель изобразительного искусства МГОН, Наушинской средней образовательной школы, Яхтинский район, живое общение тургеневского творчества. Вот только суть проекта, хорошо? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите поздравить вас с новым учебным годом. Самое главное вам терпение. Будет терпение, и ваша работа будет продлеваться. Так, я хотела бы вам представить творческий проект «Живое обаяние тургеневского творчества». В чем же актуальность вообще во всех проектах? Одним из базовых умений 21 века является информационная культура. То есть умение находить, анализировать, управлять, интегрировать, оценивать и создавать информацию в разных формах и различными способами. Именно для этого, для развития данных умений и создан этот проект и отвечает на требования ВОЗ. И еще один повод для разработки проекта. К сожалению, в настоящее время существует проблема: дети не любят слушать и читать художественную литературу, не умеют преобразовывать текст, но они очень увлечены компьютерными технологиями. Поэтому мы решили совместить проблему с увлечением и разработав проект приобщения детей к художественной литературе через чтение с использованием компьютерного оборудования. И сейчас я вам кратенько, быстренько покажу, как мы пришли к этому проекту, через что мы пришли к этому проекту. Покажу предыдущие проекты. Так, предыдущий проект был посвящен 120-летию Сергею Синину. Волнуюсь. Здесь, значит, проходил флешбук «Минута для чтения». Перед этим, как дети выходили, читали стихотворение, мы раздали. Почему раздали заранее? Потому что не все дети уверены в себе, что они могут по книге прочитать все это, да? Мы давали им по 2 строчки, чтобы они могли даже выучить эти 2 строчки и рассказать, не запинаясь. Но кто не мог сориентироваться или не выучить, они могли прочитать по книге. Вот. Дальше конкурс был творческих работ, иллюстраций стихотворений Есенина. Дети читают стихотворения и выполняют вот такие вот книги с иллюстрациями. И тут же принимали участие родители. Литературный вечер, я скажу, не надо рая, дайте родину мою, дети выполняли сами. Подбирали информацию, иллюстрации, слова сами находили. Для того, чтобы они все-таки должны сами находить все это, да. И вот такие вот у нас слушатели были, да, все оформляли. И инсценировка стихотворений Есенина. Один участник читал стихотворение, не торопясь, а ребята пантомимой все это выполняли. Ну и цель проекта. Учащиеся познакомились с жизнью. Ну не буду я читать, хорошо? Цель проекта. Следующий проект «Салют Победы». Защита творческих проектов по произведениям и песням. Они заняли 1 место на всероссийском конкурсе. А посередине девочка защищает проект «Великие битвы Великой Отечественной войны». Выставка детских работ на тему «Была война. Города-герои» мы выполняли, ордена, медали Великой Отечественной войны. Я не только учитель изобразительного искусства, но учитель технологий, работаю еще с мальчиками. Стеллы, вот такие памятники,
военная техника. Вот вы спрашиваете, да, а какая связь все-таки с библиотекой? Понимаете? Вот мальчики, да, ну, не умеют они выступать, да, не умеют, может быть, выступать. Не умеют, не то, что не умеют читать, но стесняются, да. Они для начала находили информацию в библиотеке по этим стелам, например, по там, да, Т-34. Все это они находили, оформляли документацию и выполняли такие проекты и защищали. Выставка рисунков, плакатов, все это связано с проектом, встреча, бессмертный полк и так далее. И битва хоров. Здесь, значит, те дети, которые, как говорится, слабо читают, все-таки они должны выучить текст песен, правильно? Они выучили, и они вместе со всеми выступали и пели эти песни. Да? И расскажите нам, что вы планируете сделать с тем оборудованием, которое у вас, возможно, появится. Ну, в общем, суть данного проекта, я еще к проекту не подошла. Время 7 минут. Каждый раз призываем. Суть проекта в чем заключается? Что данный проект реализуется в рамках, посвященном 200-летию Тургенева, юбилея, да? В процессе работы участники читают произведения Тургенева в книжном, электронном варианте, также аудиокниги, анализируют содержание, систематизируют материал, выполняют задания и создают творческий продукт. Для обобщения проекта будет создан интерактивный плакат «Живое обаяние тургеневского творчества». Прежде чем там идет анкетирование вначале. Знаете ли, дети по произведениям Тургенева. Затем мы пускаем интерактивный плакат по этим произведениям, по биографии Тургенева, в течение вот этих всех перемен. И потом, когда у нас проект проходит, мы опять проводим анкетирование, как дети запомнили всю эту информацию. Ну и сейчас быстренько тогда следующий. Я вам скажу немножко этапа, хорошо? Вот дети получают задания, затем для всех возрастов разные задания. Сколько детей вы планируете вовлечь? Разные возраста. У нас вся школа увлекается. Ну, будьте реалистами, сколько детей? Сколько у вас детей в школе? 378. Вы хотите сказать, что 378 человек задействуют в одном проекте? Ну, желательно. Потому что, понимаете, такие проекты, когда вот было вот, проект «Салют Победы», да, участвовали у нас все дети. Ну и так далее, да? Второй этап. И какой будет результат вашего проекта? Ну, результат, конечно, бывают различные, еще и у нас, так сказать, риски и так далее, да? Какой результат вы будет в итоге? Что получите? Планируемый результат на выход. Ну, я вроде бы... То, что дети познакомятся с этим, да, с биографией Тургенева, они же научатся всему этому, закрепят эту всю информацию, творчески они будут работать. Ну какой еще результат, скажите, пожалуйста, будут все дети работать, они во всех сферах будут работать. Почему я такая уверена, так уверенно настаиваю? Потому что мы уже делали эти проекты. В сфере торговли тоже нужно? Нет, самое главное, это торговли нет. Вот видите, вы когда говорите во всех сферах. Нет, я имею в виду учебно, понимаете? Изобразительное искусство по предметам, изобразительное искусство, просто технологии. Вы извините, все понятно. Просто вы хотите получить дополнительно что-то к себе, при этом говорите, что все мы это уже делали. Ну раз вы делали, так и делайте дальше. Ну, эксперты могут так рассуждать, логики. Поэтому вы должны доказать, что вам это оборудование необходимо для такой цели, чтобы получилось что-то еще дальше. Чтобы это были не только умения, знания, которые потрогать нельзя, а какой-то там интерактивный стенд, ну, я не знаю. Ну, я уже сказала, что у нас будет интерактивное. Я обратите внимание, как мы падаем все ниже и ниже.
чтобы ребенок получил 2 строчки стихотворения. В советское время люди Евгения Онегина наизусть все знали, это было нормой жизни. Нет, видите, в чем дело? Я вообще в шоке. Для него 2 строчки, то хорошо, да? Вот. Видите, в чем дело? Класс большой. Чтобы стихотворение сказать, получается 2 строчки, да? Нет, ну понятно. Я понимаю, что из контекста выдавил, но сам факт просто. Так, пожалуйста, эксперты, вопрос. Я к вопросу, который уже, в принципе, прозвучал, потому что я читала ваш проект, он неплохой, потому что результат там будет, он у вас невнятно прописан, но результат по-любому будет. Вы поэтому и уверены в том, что там не приведены, каким образом вы этот результат измерите и зачистите, но то, что он будет, это однозначно. Другое дело, это я как реалист, я понимаю, что 300 человек невозможно охватить, поэтому надо было конкретно прописать, конечно, ограничиться чем-то, потому что это задача не по плечам. Но если вы уже что-то такое проводите, какой-то результат уже все равно будет. Четко не прозвучало действительно взаимодействие с библиотекой, для чего снова конечный вопрос, который звучит для всех, оборудование как будет использоваться. Все это вы уже показали, что вы без оборудования сделали. А с оборудованием-то что будете делать? Ну как без оборудования? Без оборудования нигде нельзя ничего сделать. Ну а что, вот такой продукт будет при помощи этого оборудования получен? Тем более вы преподаете ИСО, да? Да. Вам бы из тех объектов, которые вы продемонстрировали, шикарные совершенно там какие-то танки, какие-то памятники воинам и так далее, вам же не требовалось там компьютерное оборудование. А вот сейчас у вас появится такое оборудование. Так оно вам надо или не надо? Может, не надо? Конечно, нужно. Для чего компьютер нам нужен? Чтобы мы могли опубликовать свои проекты. Чтобы они не только у нас задержались в школе, понимаете? Чтобы мы могли поделиться еще и с другими школами. Чтобы не застряло у нас в школе. Сетевое взаимодействие. Сетевое взаимодействие, да. А вот этот интерактивный центр, Интерактивный журнал, туда входит что? Во-первых, для начала биография, да, все. Затем мы будем туда включать поэтапную работу детей на каждом этапе, на каждом этапе. Это будет сниматься как видео. Там будет видно, где ребенок принимал участие, что он делал, какие результаты получились от каждого этапа. это пойдет в портфолио детей, или это пойдет, у вас есть какой-то оболочка какая-то, или это на сайте будет выкладываться? Где это будет? То есть кто будет видеть? Ну, так как сейчас все требуется, чтобы было все на сайте, конечно, будет на сайте. То есть это будет на сайте страницы, да? Да. Да. Хотя бы И так как мы везде ездим, да, делимся своим опытом, конечно, мы будем делиться опытом, чтобы, да, как вы говорите, село, далеко ничего нет, да, мы можем показать, у нас есть что показать селам, как бы не заглохшие они, конечно, люди-то работают, но им тяжело работать с такими материально-техническими. Все, спасибо. Еще вопросы есть? Пожалуйста. У вас площадь библиотеки какая? Там, сейчас скажу. Читальный зал есть? Да, читальный есть зал. Есть посадочных мест? Сколько посадочных мест? Так, посадочных мест 20. Хорошо. Почему я вот так говорю? Потому что у нас там в читальном зале стоит лингофонный кабинет по английскому языку. Из-за чего уверена так? Потому что я сказала, что аудио прослушивание, что мы можем прослушивать аудиозаписи. А есть куда проектор поставить, экран? Конечно. Найдется. Конечно, найдется. Было бы что повесить. Да. Хорошо, спасибо большое. Так, у нас два проекта в видео презентации. А сейчас мы послушаем тоже еще приехали специально значит, проекта Мудаева Дарима Даниловна, педагог-библиотекарь, и Жамсаранова Наталья Александровна, это начальный класс, это Мово-Сужилская СОЖ. У них тема проекта информационно-библиотечный центр как ресурс повышения качества образования в образовательной среде «Ветер перемен». Даже по названию. Добрый день, уважаемые участники семинара, коллеги, библиотекари. Сегодня мы предлагаем, Сужинская школа предлагает вашему вниманию проект. Называется он «Информационно-библиотечный центр как ресурс повышения качества образования в образовательной среде. Ветер перемен» мы назвали.
Ну и современные информационные технологии не самоцель, а орудие библиотеки, которые позволят ей выполнить свою работу лучше и эффективнее. И цель нашего проекта – создание библиотечного информационного центра в нашей школе. Актуальность нашего проекта в том, что у нас школа наша является единственным социокультурным центром поселка Сужи-Нурселени. Есть необходимость сетевого сотрудничества с целью эффективного представления всем участникам учебно-образовательного процесса доступа к цифровым образовательным ресурсам. Переуплотненность школы у нас большая, проблема занятости и развития учащихся во внеурочное время. И основная задача нашего проекта перечислены на слайде. Но мы, как информационно-библиотечный центр, это представляем, как мы будем, как дистанционное обучение, чаты, форумы, совместная подготовка документации, участие в сетевых проектах, олимпиадах, конкурсах, играх, совместная разработка коллективных творческих дел. Для того, чтобы создавать ИБЦ, у нас необходимы, конечно, социальные партнеры школы. На данный момент у нас представлены наши социальные партнеры. Буквально мы на днях сейчас работаем, вчера заключили договор с Республиканским эколого-биологическим центром и готовимся заключить с Республиканской детской юношеской библиотекой. Наша школа имеет опыт уже проектной деятельности. Некоторые большие глобальные проекты мы вам сейчас представим. Межрайонная ассамблея у нас работает, родительская общественность территории согласия. Дальше библиотека также у нас участвовала, периодически участвовали, и один из наших проектов «Олимпийские ветераны» мы выходили с Аранур. Дальше также мы реализовали с учителем начальных классов Натальей Александровной школьный инновационный проект «По следам империи Гуннов». Это из опыта работы. И для знакомства с результатами в режиме реального времени был создан открытый паблик социальной сети. Можно зайти потом, если что, поинтересоваться. Международный фестиваль. В рамках данного проекта мы также участвуем в международном фестивале гунской культуры. Все в курсе же, наверное, что на территории нашего села Сужи находятся археологические памятники культуры мирового наследия Гунское городище. Здесь у нас раньше ежегодно был, сейчас раз в 2 года проводится фестиваль гунской культуры, где мы принимаем активное участие. Библиотека тоже, конечно, в стороне не остается. В рамках Дальше мы в условиях культурного образования считаем необходимым приобщение детей к культуре и традициям разных народов. Наша школа пригородная, у нас очень много со всей республики детей приезжает, поэтому национальный состав учащихся нашей школы обширен. Ну и мы проводим различные такие глобальные мероприятия. Участвовали в международном фестивале ярмарки «Великий чайный путь» в этом году. Очень интересно было. Первый раз мы так участвовали. Дальше и будем работать. Во всех этих проектах мы считаем, конечно, что сотрудничество с другими школами позитивно влияет на повышение качества образования учащихся, положительную мотивацию, успешную социализацию детей. В рамках сотрудничества с Республиканским эколого-биологическим центром мы выходили с проектом «Сохраним Байкал» в школе номер 51. Создание информационно-библиотечного центра в школе – это веление современности. В нашем проекте мы планируем организацию следующих площадок. Для площадки у нас для организации информационно-библиотечного центра в нашей школе, несмотря на переуплотненность, есть возможность предоставления площадок для реализации данного проекта и с целью повышения качества образования наших школьников и организации внеурочной занятости детей. К сожалению, школа функционирует в сложных социальных условиях и в условиях низкой материально-технической обеспеченности. Хотя в школе очень хороший кадровый потенциал, есть заинтересованность всех участников образовательного процесса в острой необходимости реализации данного проекта.
Это у нас как бы вторая площадка для проведения библиотечных уроков и проведения литературных праздников. Для этого мы используем актовый спортивный зал школы. Площадка для выставки и презентации образовательных продуктов, для общения и творчества учащихся родителей. Также у нас актовый зал и спортивный зал школы. Ну, традиция у нас это библиотека, как у нас работает, да. Во всех библиотеках, конечно, есть свои традиционные конкурсы, в которых мы вовлекаем детей не только младшего школьного возраста, стараемся старшего школьного возраста. Сейчас мы в 2016-2017 году, как школа НОР, акцент большой делаем для работы с учащимися по русскому языку и литературе. В первую очередь, конечно, у нас ежегодно уже 4 года проводим литературный бал среди старшеклассников. Вовлекаем всех детей, у нас с 8 по 11 класс, на данный момент 160 детей. Мы стараемся, в принципе, они все у нас участвуют, и литературные, гостиные. Бал бывает осенью, гостиные весной. И вот постоянно проводим обмен опытом с коллегами из других школ. Нашей районной методической объединение школьных библиотекарей работаем очень продуктивно, я считаю, мы часто встречаемся и, конечно, все время наш ремонт сейчас педагог и библиотекари плотно работает над проблемой формирования единого образовательного пространства школьных библиотек Республики Бурятия, и поэтому вот мы решили также принять участие в данном конкурсе. И если мы вот выиграем этот конкурс, или, ну, в общем, если нам дадите, у нас вот в каком слайде у меня было тут? Будем работать над своим проектом, притворять, но уже более таких, более удобно для нас будет, если у нас будет с чем работать, да, с материально-технической базой, если у нас будет усиление. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Как будет реализовываться дистанционное обучение на базе информационно-библиотечных центров? Но мы будем, значит, если будем привлекать учителей, у нас с базовой школы будет заключен договор, так уже сотрудничеством и дистанционное обучение. Период, у нас дети же ездят издалека, если, допустим, период морозов и так далее, можно вот организовать дистанционное обучение заданиями через компьютер, через интернет. Локальная сеть у нас по школе создана, по основной, только нет ее в начальной школе еще у нас. Можно я дополню? Наш слайд библиотек. Дистанционное обучение у нас еще будет организовано за счет того, что мы ведем записи вебинаров, уроков пройденных. В Google диске у нас все сохранено, рассылки детям отправляем. Большая часть детей все-таки у нас сейчас обеспечена интернет-сообщением. И вот хотелось бы, чтобы наша библиотека все-таки была действительно центром, копиркой этих видеоуроков и так далее. Если дети, допустим, пропустили уроки, опять-таки мы говорим, да, что у нас дети со всей республики, очень много приезжающих детей. Вокруг нашего села очень много ТНТ, СНТ. Сколько? Около 70, да, вокруг нас. Наша школа на сегодня у нас 954 ребенка вместе 310 детей. И само собой мы очень нуждаемся в том, чтобы дети были все организованы, несмотря на то, что дети не смогли приехать. Ситуация разная бывает. Вот таким образом у нас будет организовано. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопрос. У вас проектор уже есть, да? Проектор? Вот проекторов у нас нет. Хотелось бы, мы из кабинетов ходим. Мы из кабинетов приносим. А компьютер уже поставить, это место Мало найдем. Главное, знаете, да? Так, пожалуйста, еще вопросы есть? Спасибо большое. 2 видеопроекта мы сами посмотрим. Один видеопроект. Хорошо, тогда товарищ экспертную комиссию, я прошу удалиться. Да. Вадим Викторович, ставь там видеопрезентацию. Мы с вами немножко закончим работу, послушаем опыт других регионов, пока будет обсуждаться проблема. Вам время 20 минут.
Так, слово предоставляется госпоже Сенник, доценту кафедры управления экономики и образования Хабаровск, город Хабаровск. У них есть приоритет региональных проектов, эффективная школа называется. То есть как механизм изменения качества образования, школа с низкой образованностью, школа, конечно, дать просто за условия. Пожалуйста. А где Вадим Викторович? Посмотри на Вадим Викторович, да? Включили? Сенник там есть. Как в Хабаровском крае работают школы с низким. Тихонечко народ разбрелся. Уже норма колонна. Да, устали, конечно. Целый день. Ну просто посмотрите, вот даже чисто исходя из того, что вы все присутствовали при защите конкурса, вы видите, в чем западает самое главное. Мы говорим о своем наболевшем, по сути дела, как доходим до трибуны, мы начинаем говорить о своем наболевшем. А по логике должна быть четкая, показать, в чем суть проекта. Поэтому вот сейчас вы обратили внимание, очень много создается всевозможных организаций, которые выделяют грант. Очень многие гранты подпадают под общественные организации. Вот сейчас президентские гранты были, да? Сколько денег? Самый минимальный 500 тысяч можно было получить. Но ошибка в чем заключается? В том, что неграмотно оформляем, не фиксируем те необходимые моменты, которые важны. Мы даже при защите вот, изменить ситуацию очень сложно. Пока там у нас идет такой промежуток, я маленькую рекламную паузу вам тоже сделаю. Значит, сегодня поднимался вопрос, и вы обратили внимание, когда выступала из Сырцоя Альбина Борисовна, что один из кластеров, который они сделали, и почему школы с норм уменьшились, они же просто поменяли немножко структуру, и там они внесли организацию учебно-исследовательской деятельности, как одно из элементов федерального государственного образовательного стандарта. Вот поэтому я хочу вам сказать о том, что у нас проводится очень большая работа здесь. Значит, у нас есть 3 конференции детские. Первая конференция с 1 по 4 класс, которая проводится весной на базе школы Танкой ОРЖД. Вторая конференция зимой с 5 по 8 класс на базе Слюдянки, она межрегиональная. И третья конференция проводится у нас здесь в феврале в чтении Вернадского. Это организация исследовательской деятельности, возможность учащихся работать, получить здесь еще образовательную площадку. Второй момент, это 7, 8, 9 ноября, мы к вам пришли, мы еще информационное письмо, будет конференция всероссийская. Ой, все, слушай, звука нету. Звука нету. Это Калининград. Там немножко перепутали. Конференция по исследовательской деятельности, где опыт учеников, учителей можно использовать. Максимальный звук. Громче не получится? Вот здесь же звук. Вот тут же справа звук показывает. На видео прямо. Это у нее. Сам где?
о школе. С конец года у нас было 719 человек. 12 классов комплектов – это начальная школа, 15 классов комплектов – это основное общее образование, и 2 класса комплекта – это среднее общее образование. В окружении нас находится еще 3 школы и 2 лицея. Поэтому частично затрагиваем тему нашего семинара в части «Школа в сложных социальных условиях». В части образовательных результатов не скажу, что у нас низкие результаты, но для того, чтобы добиться более высоких результатов, мы применяем различные модели для успешного обучения обучающихся. Об этом я вам немножко и расскажу. Мы используем разноуровневые группы по математике и английскому языку. По параллели рейтингуются ученики по качеству знаний, и, соответственно, идет распределение на базовый уровень, повышенный уровень или углубленный уровень. Не всегда представлены эти 3 группы, потому что может сложиться ситуация так, что в параллели большее количество учеников нуждаются в базовом уровне. Тогда открываются, допустим, 2 группы базового уровня и 1 группа и повышенного или углубленного уровня, в зависимости от того, какие дети в данном параллели. Также мы используем модульное обучение и курсы по выбору. Модульное обучение заключается в следующем. У нас есть предметные модули и внепредметные модули. Предметные модули используем на таких дисциплинах, как физкультура, технология, русский язык. По физкультуре предлагаются на часовые модули на выбор. Ну, например, в какой-то параллели может быть из 3 дисциплин. Допустим, волейбол, баскетбол, тренажерный зал. В следующей четверть может быть настольный теннис, черлидинг и тренажерный зал. И таким образом в каждой четверти получается разный набор модулей. Аналогично по технологии также предлагаем учащимся разные модули по технологии. И, соответственно, иногда используем, у нас ресурсов, например, не хватает, у нас только 2 технолога. Поэтому мы используем дополнительные образовательные учреждения. К нам, например, приходят специалисты по авиамоделированию, планированию спорту. Ну и, в принципе, вы можете подыскать также и в своих образовательных учреждениях те необходимые ресурсы, которые вам позволят разнообразить по технологии. По русскому языку модули делаем таким образом. Базовый модуль на базовом уровне русский язык и повышенный уровень. Базовый ведется для большей части 1 класса, а повышенный делаем 1 на 3 класса, потому что у нас в каждой параллели по 3 класса. Внепредметные модули. Внепредметные модули, их очень много, там до 50 разных модулей. Система такая: в 5 классах 1 модуль в месяц, то есть каждый месяц меняются модули, в 6 классах меняются 1 раз в четверть, в 7 классах уже не модули, а курсы по выбору. 1 курс в четверть. В 8 классах следующим образом идет 3 потока. В каждом потоке по 5-6 модулей. И, соответственно, ребенок из каждого потока выбирает по 1 модулю. Таким образом, за год он может попробовать себя в различных модулях на разных 3 категориях. И в 9 классах существуют так называемые подготовительные курсы, но это мы склоняемся к тому, чтобы подготовить детей к государственной итоговой аттестации. Они осуществляют предметы по выбору этих предметов
и, соответственно, мы сразу ставим подготовительные курсы по выбранным предметам. Все это находится у нас в учебном плане, все в динамическом, нелинейном расписании. Соответственно, это все работает, то есть работаем мы уже где-то, наверное, 3-4 год. Еще мы используем десятибалльную накопительную систему оценивания, зачетные дни и погашение академических задолженностей. Десятибалльная накопительная система, сначала, конечно, она вызвала, так скажем, неприятие в первую очередь у родителей, но потом дети воспринимают это очень быстро и в положительной динамике. Почему? Потому что нет сбоев. У нас единственное от 0 до 3 это неудовлетворительный результат, но если ребенок накопил, там, например, даже 2 балла, то есть он в копилку все равно это занес. 4-5 это удовлетворительный результат, 6-7 это хороший результат, 8-10 баллов это отличный результат. Также мы используем оценивание, текущее оценивание и констатирующие работы. Электронный журнал в четверти ребенок получает процентное содержание его качества знаний. Ну и, соответственно, там идет градуировка, аналогично вот шкале. Значит, до 30% это неудовлетворительный результат, 30-59% это удовлетворительный, 60-79 это хороший, 80-100 и более это отличный. Почему более 100? Потому что существует так называемый экстра балл за участие в олимпиадах, конференциях и других конкурсных мероприятиях. Зачетные дни используем, если у ребенка неудовлетворительный результат. В конце каждой четверти 2 зачетных дня он может или повысить результат, или исправить неудовлетворительный. Если не получается в начале четверти следующей, у него еще одна попытка. Если он этого не делает, у него образуется академическая задолженность. То есть если в первой четверти он написал что-то на 27%, соответственно, это не перекрывается остальными четвертями последующими, и эта задолженность за первую четверть у него остается на конец года. В конце года он должен написать итоговую годовую работу по данному предмету. Для этого мы в июне с ними занимаемся, потом они пишут работу. Если и в этот раз не получилось, тогда у него есть 2 месяца заниматься самостоятельно дома, и, соответственно, с 1 по 15 сентября по закону об образовании он имеет право погасить академическую задолженность во 2-й раз. Если этого, так скажем, не происходит, предварительно понятно, что консультация проходит, если этого не происходит, то, соответственно, 2 варианта у родителей. Если 1-2 задолженности мы можем перевести или более 2 задолженностей, то мы предлагаем родителям повторное обучение. Результаты школы по результатам государственной итоговой аттестации 9 классах у нас достаточно высокие. В 2016-2017 году 100% обучающихся получили аттестаты из допущенных до государственной итоговой аттестации по той простой причине, что 12 человек мы не допустили в основной период. Они у нас пересдавали в дополнительные в сентябрьские сроки, и из них 70% сдали успешно. В этом году у нас получили из 100% допущенных 96, и 4% будут пересдавать один предмет, это математика, осенью в сентябрьские сроки. Мы очень надеемся, что у нас будет 100% сдача государственной итоговой аттестации за 9 класс. В 11 классе у нас 100% сдача ЕГЭ. Еще одно нововведение касается исследовательской и проектной деятельности. Могу сказать вам, что у нас происходит 100% охват обучающихся исследовательской проектной деятельностью 5-11 классов. Как нам это удается? 5-6 классы у нас занимаются данной работой на весенних каникулах, 7-8 классы на весенних каникулах, 9-11 классы синопсисы проходят в сентябре, дальше защита в ноябре и декабре, и далее они участвуют на всех
конкурсах, конференциях или каких-то мероприятиях различного уровня. Но, надеюсь, мы с вами об этом уже поговорим и удастся нам с вами побеседовать. Спасибо вам большое за внимание. Будем рады сотрудничеству. Наши координаты есть у замечательного руководителя Брянского регионального отделения исследований Цыреновой Марины Геннадьевны. Мы желаем ей и всем вам успехов, достижения целей. Мы меняем образование к лучшему. Это была Ямщикова Нелли Анатольевна, заместитель директора школы номер 36 города Калининград, кандидат педагогических наук. Да? Сейчас мы хотим, она биолог, найти тени.
смотрели, правильно? Там достаточно была интересная презентация об опыте Хабаровского края. Но я так думаю, что пришли наши эксперты. Я так думаю, что мы, сейчас создадим папку, все эти презентации, которые сегодня были на семинаре, и вот то, что Хабаровск мы с вами не посмотрели, в отдельной папке вам скинем. И вы с электронным адресом оставляли, да, как заявки делали и так далее, да? Надо сейчас запустить листочек, чтобы вы написали все электронные свои адреса. То есть кто остался, тот и получит. Чтобы какая-то была, как сказать, замануха молодой. Ой, Владимир, вот после обеда все разбредутся, я как-то не поверила. Но потом, на самом деле, в 3 часа утра... Уже потом, когда А вот нашли. Вот, Хабаровск слышит как. Согласно государственной программе развития образования в Хабаровском крае, основным приоритетом в сфере общего образования является обеспечение равенства доступа к качественному образованию, обновление его содержания и технологий в соответствии с изменившимися потребностями населения, новыми вызовами социального, культурного и экономического развития Хабаровского края. Вашему вниманию предоставляется модель системы управления в крае проекта и формирующаяся в процессе реализации проекта системная совокупность механизмов и инструментария перевода школы в эффективные. Осуществляя реализацию проекта, мы исходим из определения. Проект – это бросок вперед. Представленные на слайде концептуальные основы определяют структуру и содержание модели управления проектом. Его целевая направленность – создание и развитие необходимой инфраструктуры как системной совокупности взаимосвязанных между собой структур, механизмов, инструментов для оказания информационно-методической помощи, поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты, и школ, работающих в сложных социальных условиях, для повышения качества их образовательной деятельности. Роль муниципальных органов управления образованием в обеспечении поддержки скоординированных действий по реализации проекта на муниципальном и школьном уровне. В центре управленческого внимания школ, участниц проекта, образовательная среда, где и должны произойти изменения. Основные механизмы реализации проекта – это школьные программы повышения качества образования, муниципальные программы поддержки школ, региональные мероприятия, плана, графика проекта. Как показывает опыт, любую школу, несмотря на различия в ключевых проблемах и уровень ресурсной обеспеченности, характеризует система факторов, которые, являясь движущими силами, могут стать для школы силами, тормозящими в развитии. Эти факторы мы положили в основу созданной нами модели макета системы управления школой в условиях изменений, которая может быть использована при составлении последующей коррекции школьных и муниципальных программ. Основной акцент в модели мы сделали на управление школой, выстроенное в соответствии со стратегией распределенного лидерства, предполагающим субъектную роль всех участников образовательных отношений в движении к новому качеству на принципах сотрудничества, содеятельность, солидарная ответственность за результат. Все интервенции и изменения в школе рассматриваются с точки зрения их влияния на образовательную деятельность, учебные ситуации, образовательные события, внеучебные достижения, образовательные технологии и результаты. Процесс реализации школьных программ ориентирован на основные качественные характеристики. Это ресурсная обеспеченность, организация образовательного процесса и образовательные результаты, как объект мониторинговой деятельности по отслеживанию качества и эффекта от реализации программ. На данном слайде мы высветили основные направления развития наших школ как стратегии, как механизм развития обозначенных выше факторов, в контексте которых можно вычленить немало новых стратегий. Они являются для школ универсальными, общими, но разными по уровню проблемности и приоритетности. Для муниципального уровня управления каждое из этих направлений стратегий выступает объектом поддержки и определяет содержание таких управленческих механизмов, как муниципальные программы развития образования или подпрограммы муниципальных программ социально-экономического развития, обеспечивающих бюджетное финансирование мероприятий, и муниципальные программы информационно-методической поддержки школ. Рассмотрим некоторые муниципальные модели поддержки школьных стратегий, составляющих основу муниципальных программ поддержки. К примеру,
Поддержка кадрового обеспечения школ осуществляется через привлечение педагогических кадров в школы и создание условий для их закрепления, что отражено в муниципальных программах социально-экономического развития. На обеспечение школ квалифицированными специалистами направлены муниципальные методические службы, призванные внедрять в школы новые формы методической работы, эффективные образовательные технологии, педагогические техники для обеспечения образовательной успешности обучающихся. Муниципалитеты широко используют такие формы, как методические десанты в школе проекта, организацию и проведение массовых организационно-методических научно-практических мероприятий, конференции, модельные семинары, вебинары, обязательным привлечением школ проекта. Входят в практику межшкольные педагогические советы, межшкольные предметные объединения, что важно для школ-участниц проекта. Одной из главных функций муниципальной методической службы является методический аудит образовательных программ. Действенным способом кадровой поддержки является реализация мер по стимулированию и поддержке участия педагогов в конкурсах, грантах, проектах на разных уровнях. Критерии и показатели оценки качества данного направления, как ориентиры для муниципалитетов методической поддержки, это обеспечение школы высококвалифицированными педагогическими кадрами, новое взаимодействие сотрудничества учителя и ученика, предупреждение и устранение проблем профессионального выгорания учителей. В рамках поддержки установления школами внешних связей интересен опыт ОМСУ города Комсомольска на Амуре, Верхнебуринского муниципального района в организации взаимодействия и сотрудничества школ с вузами, учреждениями СПО и производственными предприятиями. Эффективным способом повышения профессиональной компетентности является поддержка участия педагогов в интернет-сообществах. Наиболее активно используется эту форму в разных ее проявлениях в Амурском, Вяземском, Советско-Гаванском районах. В Амурском районе создано свое сетевое сообщество учителей родного языка Андана. Широко распространена в районах такая форма, как сетевые пары школ со школьными наставниками, школьными консультантами. Активно используются стажировки на базе школ, где работают лучшие учителя района. Важный ресурс, который получает развитие в муниципалитетах, это поддержка вовлечения местного сообщества в деятельность школ. Разработка и реализация совместных проектов, программ, что может способствовать внедрению, в том числе финансово-экономических механизмов развития школ. Значимым ресурсом в поддержке школ является муниципальная система допрофессиональной подготовки обучающихся, предполагающая создание в школах профессионально ориентированной среды, мотивирующей обучающихся на продолжение образования. Наряду с формами поддержки, представленными на слайде, в муниципалитетах нарабатывается опыт организации сетевого взаимодействия с предприятиями, заинтересованными в профессиональной подготовке будущих кадров, использование ресурсов их профессиональной производственной среды, консультирование педагогов и обучающихся в удаленных школ в дистанционной форме на базе ресурсных центров, разработка механизмов содействия трудоустройству выпускников этих школ, показатели оценки качества муниципальной поддержки данного направления, готовность выпускников школ к дальнейшему обучению, успешной социализации и будущей профессиональной самореализации. Необходимым механизмом в проекте является психолого-педагогическая служба, действующая в районах, находящаяся в поисках новых форм работы со школами. К примеру, для удаленных школ Советско-Гаванского района удобным является создан виртуальный консультационный кабинет психолого-педагогической службы. Для школ Амурского района организовано дистанционное консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся. В системе поддержки школ все более актуализируется совершенствование форм взаимодействия с родителями, законными представителями обучающихся. Данный аспект деятельности направлен на формирование субъектной позиции родителей в повышении качества образования, повышение их ответственности за перевод в школу в эффективный режим работы, а также на создание условий для формирования отношений родителей к образованию как приоритетной системе в сфере семейных ценностей, педагогической деятельности школы как важной в сфере социальной деятельности. Поскольку осуществление изменений невозможно без механизмов конструктивной обратной связи, важным для деятельности муниципалитетов является помощь и поддержка школ в сопровождении комплексного аналитического отслеживания процесса, систематического стандартизированного наблюдения, проведения внутреннего аудита. Муниципалитеты и школы продолжают совместно нарабатывать критерии и показатели системы оценки образовательной деятельности по кластерному принципу качества условий, качество организации образовательного процесса и качество результатов, позиции соответствия стандартам и ожиданиям, запросам участников образовательных отношений. Это были некоторые из муниципальных механизмов с инструментами трансформации школы эффективнее. Основным механизмом реализации проекта на региональном уровне является план-программа, как система мер поддержки и сопровождения муниципалитетов и школ. Система мер поддержки на краевом уровне составляет
серия обучающих мероприятий, информационно-методическое и экспертное сопровождение мероприятий муниципальных школьных программ, консультирование, тьюторское сопровождение руководителей школ и педагогических работников. Значительный ресурсный потенциал для поддержки школ заложен в наших краевых проектах, реализации которых привлекаются, имеют возможность участвовать и развивать свой потенциал специалисты ОНСУ, руководители и педагоги школ. Также важным ресурсом поддержки развития школ является краевая инновационная инфраструктура, в состав сети которой вошла школа номер 6 поселка Чудаму, участница нашего проекта с темой «Ранняя профессиональная ориентация. Путь в педагогическую профессию». Мы сейчас обзорно рассмотрели нашу систему работы в рамках проекта «Эффективная школа» и формируемую в крае информационно-методическую инфраструктуру для модульных системных изменений в школах и их образовательных средств. Инфраструктура находится еще в состоянии развития, но ее механизмы и инструментарий позволяют тиражировать опыт общеобразовательной организации края. Проведенный мониторинг промежуточных результатов реализации проекта показал, что имеет место выполнение представленных на слайде показателей, а также, что особенно важно, школы участники проекта находятся в позиции борющихся школ. Об этом свидетельствует наметившаяся тенденция к положительной динамике таких показателей, как качество знаний, показатели ГИА. Пусть это измеряется пока в некоторых школах еще в десятых долях, но и в этом мы видим определенный результат и всячески их поддерживаем. Увеличивается количество педагогов с первой и высшей квалификационной категориями, владеющих современными образовательными технологиями. Значительно школа с положительной динамикой показателей количества участников конкурсного движения, олимпиад, конференций, занятых различными формами учебной деятельности и дополнительного образования. Растет удовлетворенность участников образовательных отношений, качеством образовательной деятельности школ. Но это лишь некоторые признаки реализации проекта. Нам здесь еще над чем работать. Мы будем продолжать совершенствовать механизм перевода школ в эффективные. У нас немало рисков, мы их знаем, над минимизацией которых мы также работаем. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за внимание. Мы желаем вам успешной работы и очень надеемся на наше сотрудничество. Спасибо. Посмотрите, достаточно интересная система работы. Добрый день, уважаемые коллеги. Насколько она системная. Хабаровский краевой институт развития образования приветствует участников семинара. Мы благодарим организаторов за приглашение принять участие в нашем семинаре, за внимание к опыту Хабаровского края в развитии механизмов повышения качества образования и за предоставленную возможность услышать ваш опыт в реализации проекта «Эффективная школа». Согласно государственной программе развития образования в Хабаровском крае, Вот о чем мы сегодня не поговорили. То есть, в принципе, мы идем в одном русле, в одном направлении, но никто сегодня не сказал о психолого-педагогическом сопровождении, да? Потому что школы с низким образовательным результатом, это мы видим в первую очередь техническая оснащенность, да? Подготовка учителя в том числе. Например, вот я занимаюсь системой профессиональной переподготовкой учителей и вижу, что, вот, например, у нас сейчас целевая программа педобразования бесплатная, да? Вижу одного мужчину, который получил у нас в институте за последние 3 года 9-й диплом. То есть он специалист на все руки и ноги. У него и физкультура, и математика, и физкультура у него, физика, технология, астрономия, что-то, ну сейчас он на астрономию и физику поступил, да? Там что-то еще, понимаете? То есть, в принципе, о каком качестве может идти речь? О каком качестве может идти речь? Мне здесь понравилась программа у них «Одаренный учитель, одаренный ребенок». То есть учителю тоже надо уделять серьезное внимание. Вот я все время переживаю в том плане, что вот современный учитель, который имеет некий стаж, он все равно получает не такую маленькую заработную плату. Ну, который пришел работать в школу молодой, у него нет вот этого слоя наград, регалий и стажа, самое главное, и, как правило, они больше года не выдерживают. Мужчины тем более. Поэтому здесь необходим какой-то такой ресурс, который позволил бы молодому учителю вот иметь, закрепиться хотя бы в школе на сей раз. Поэтому вот психолого-педагогическое сопровождение мне очень понравилась эта идея, и я думаю, что в рамках работы со школами, находящихся в таких условиях, надо об этом серьезно подумать. Это первое. Второе, вы обратили внимание, что пока жареный петух не клюнул, не произошло событий в 5-й школе, о психологах никто не говорил так серьезно. Теперь опять начинается переобучение психологов, как специалистов.
Поэтому я вот очень вас прошу подумать о том, каким образом может Бурятский государственный университет, имея такой огромный факультет, как сами психологический факультет, оказать помощь школам с низким образовательным результатом. Это нужно, во-первых, работа с самими детьми, потому что есть же категория запущенный ребенок, а есть ребенок, который, необходима медицинская помощь в первую очередь. Есть категория ребенок, который не занимался, а не было ему условий дома, а голова варит очень хорошо. Поэтому это тоже надо посмотреть, и психолог должен с этим вопросом поработать. Второй момент, который касается, это, конечно, работа с учителем. Вот я же говорю, очень хорошо работать в школе экономики, когда стубальники поступили, пожалуйста, мне кажется, они готовы и самостоятельно работать. А когда вот я все смешные случаи рассказываю, я особо не отвечаю студентов на лекциях, потому что я говорю, лекция это ваше дело, но на семинары, прошу, пожалуйста, придите, отработайте, покажите. А лекция это, вдруг если семинары, как я читаю, в Бугораде, сейчас интернет, все доступно. Но у меня очень плохая память на имена, но очень хорошая память на лица. И вот в прошлом году был такой инцидент. Приходит парнишка, я его ни разу не видела. Говорю, ой, дорогой, я тебя что-то не помню, говорю. Ни разу тебя не видела. Он говорит, ой, не переживайте, Мария, я-то вас видел. Я все время думаю, где он меня интересно видел, да? То есть, потому что на семинарах, наверное, в коридорах где-то, да? А на семинарах, наверное, ни разу не. Вот пришел сейчас такой инцидент. Уволить студента-бюджетника очень сложно. Потому что бюджетное место – это бюджетное место, на него идут наши… Сейчас вообще очень сильно сделана система бюджетирования. Мы тоже, как вы, получаем деньги на студентов. Поэтому это последнее, вот, когда мне говорят, Марина Геннадьевна, у вас студент там не сдал экзамен, найдите, пожалуйста, поставьте ему. Я говорю, может, вы найдете, а я его поспрашиваю хотя бы. То есть, видите, как поменялась система. Раньше за нами бегали, и говорили, Марина Геннадьевна, поставьте, пожалуйста, это меня отчисляют, да? Во-первых, найдите его. Поэтому вот эта система, или вот эти 2 строчки выучите, это вообще как-то меня каждый раз все пугает, да? И вот когда мы говорим про ЕГЭ, когда говорим про вот эти вопросы, они, конечно, с другой стороны, ЕГЭ это тоже натаскивание получается. И вот сейчас почему вводится устная часть экзамена, да? Изменения сейчас, кардинальные изменения в ЕГЭ 2018 года, вводятся новые элементы. И мы опять не будем за ними успевать. Поэтому вот понятие самой школы с низким образовательным результатом, оно должно ни в коей мере не влиять на рейтинг школ, ни в коей мере не влиять на рейтинг муниципалитетов, а должно именно влиять на то, чтобы вас как можно больше обеспечивали оборудованием. На ваших базах проводили вот такие семинары, скажем, учителям работали индивидуально. Поэтому я считаю, что наша миссия сегодня семинар по низким образовательным результатам со школами, достижение именно результатов, чтобы школ таких, как можно, становилось все меньше. Давайте посмотрим резолюцию, девушки. Что у вас есть замечания, предложения по данной резолюции? Мы выполнили техническое задание, у нас приняло сейчас 7 регионов, 7 субъектов, учитывая сегодня Иркутск, Калининград, Хабаровск, да, Улан-Удэ и Москва, Тула, они есть в сборниках представителей, то есть 7 регионов мы… А еще Республика Саха-Якутия, его даже 8 регионов, да? Там тоже доклад зафиксирован в сборнике. У нас здесь были преподаватели, педагоги, сотрудники БРИОПа, ЦОИ, БГУ. Кстати, меня очень удивило то, что в БГУ этой темой заинтересовали только 2 человека. Вот представители бурятского языка, представители русского языка и литературы, это Михаил Степанов. Остальные как-то никак не отреагировали, почему? Потому что, видимо, не занимаются этим вопросом, или как, да? Дальше. Мы видим, в чем сложности, поэтому какие, пожалуйста, вот я лично хотела себе зафиксировать то, что мы говорим об этом в резолюции, но хотим конкретно указать, что необходимо проведение курсов повышения квалификации по современным технологиям достижения образовательных результатов в предметных областях. То есть отдельно собрать литераторов, языковедов, отдельно собрать иностранцев, да, это тоже сейчас ЕГЭ ведут по английскому языку и все, да. Отдельно собрать математиков, потому что здесь тоже физики, математика профиля, математика, отдельно собрать тех же историков, потому что сегодня мы уже часть вот таких предметов достижений мы уже с вами слышали. Второй момент, я пишу проведение курсов повышения квалификации для руководительных образовательных учреждений, которые находятся в такой сложной ситуации, но при этом, чтобы в этих курсах была и психологическая составляющая, потому что мы сегодня уже говорили о личностных ростах и о личных отношениях.
Третий момент – это сделать, на базе БРИОП или на базе нашего института непрерывного образования постоянно действующие научно-методические семинары с привлечением психологов, педагогов, с привлечением опытной деятельности. Сегодня докладывает опыт. И также, например, в один из научно-методических семинаров поставить написание гранта и защита грантов. То, что мы сегодня с вами очень... Хотя мне казалось бы, все уже умеют писать гранты, все уже знают, но вот как раз по структуре мы и западаем. Вот мы, например, тоже подавали грант на президентский грант, и мне конкретно сказали, почему мы его не выиграли. Все красивенько, но там, где руководитель гранта и руководитель организации разные люди, они автоматически рассматриваются в вторую очередь. Потому что, у нас же нет общественной организации, мы подали от общественной организации. И они говорят, потому что руководитель один, какой-то проект, а другой, а защищает деньги руководителя организации, обязательно произойдет скандал. У них несколько раз было, и поэтому просто нас даже не стали рассматривать. Вот вам, пожалуйста, пример того, чего мы даже не уловили в этом отношении. Потом они сказали ошибки, какие гранты. Письма поддержки пишут. Тоже не совсем адекватно. То есть все должно быть идти в строчку того проекта. То есть не обо всем красивом, как мы сегодня говорим о проблемах, а именно мы хотим получить 2 компьютера. Вот зачем эти 2 компьютера нужны? Четко все время фиксировать. И в чем эти 2 компьютера нам помогут? Вот это как раз грантовая поддержка. Ну и вот создание плана программы, может быть, мы не знаем, сколько есть месяцев образования или нет, мы сегодня не услышали. Если план программы в Хабаровском крае, вот перевода школ с низкого результата в эффективную школу, вот создание плана программы, где вот там 3 направления, да, обучающие мероприятия, информационно-методическое сопровождение, тьюторское сопровождение, и вот там у них 4 направления: информационно-методическое сопровождение, тьюторское сопровождение и психолого-методическое сопровождение. То есть такой план программы сделать у нас в Бурятии, так, конечно, будет четко понятно, с какой периодичностью она будет программа решаться. И мы можем увидеть с вами результат. 10 школ перейдут в этом году, уже будет замечательно. То есть какой-то план такой необходимо поставить. Поэтому это изменение, которое мы сейчас по ходу внесли в резолюцию, еще какие вопросы, замечания, предложения? Есть, девушки? Но чувствую, мы так плотно работаем, что они у вас появятся позже. Поэтому холодным осенним вечером вы чувствуете, как быстро наступила осень, да? Посмотрите, пожалуйста. И нам до 10 сентября нужно отчитаться перед Минобразом за проведенный семинар. Какие-то идеи появятся, скиньте, пожалуйста, в эту резолюцию оформим, добавим и исправим. Поэтому спасибо большое, коллеги, за работу. Тех, кто остался вообще вдвойне, благодарим за стойкость духа и терпение. Ну а теперь слово председателю экспертной комиссии по тем проектам, о которых у нас шла речь. Просто я хочу с вами сейчас попрощаться. Всем успехов, удачи, здоровья. Вы же знаете, я нахожусь сейчас в очень сложной жизненной ситуации. Выбираюсь кандидата в депутат Народного Хурала Республики Бурятия по 20-му округу. И уже начались какие-то всякие компроматы на меня, поэтому вы не верьте. Я как была человеком слова, дела и, самое главное, близкий к вам коллега, обращайтесь, пишите. Институт непрерывного образования ждет вас на курсы. Всем успехов, всего самого доброго. А Ольга Владимировна и Наталья Ивановна закончат семинар. Поэтому простите меня, пожалуйста. Удачи вам. Спасибо. Я потом узнаю, кто стал победителем, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить результаты экспертной комиссии. Во-первых, мне хотелось поблагодарить всех участников, которые прислали эти проекты, выразить благодарность Министерству образования в лице Кургузовой Ольги Владимировны за то, что она сделала акцент на школьные библиотеки. И хотелось бы прокомментировать, то, что мы получили. На сегодняшний день первое место по проекту занимает Сушинская школа Балтинского района, у нее 63 балла. Второе место Тарбагатайская СОЖ, 61 балл, и Наушкинская 45. В проекте, в конкурсе участвовало 6 школ с низкими образовательными результатами. И поэтому Бурунгулская, Тулкинская и гимназия номер 5 города Северобайкальск, которые не присутствовали на очной
презентации должны будут отправить нам свои видеопрезентации, по которым мы их оценим. Какие были замечания у экспертной комиссии? Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы в ваших проектах, будущих проектах, четко были прописана результативность, что вы именно хотите получить от реализации такого проекта. Во-вторых, мы бы хотели в ноябре, когда мы будем проводить заключительный этап конкурса «Школьная библиотека. Территория сотрудничества», увидеть презентации ваших проектов уже более четко оформленные, и те, кто будет презентовать эти проекты, укладывались по времени. Ну и еще, что мы хотели бы отметить, и что радует на сегодняшний день, что наконец-то в школах начали понимать, что библиотека – это инфраструктурное подразделение, которое должно аккумулировать у себя всю информационную составляющую образовательного процесса. И от того, как мы будем взаимодействовать, один школьный библиотекарь, он никогда ничего не сделает в школе. Поэтому мы должны в обязательном порядке интегрировать все свои возможности с учителями, предметниками и постараться работать как единый слаженный организм. Только тогда у нас процент школ с низкими образовательными результатами будет намного меньше в республике. Спасибо. Вопросы есть? Ольга Михайловна. А вопросы есть вообще? Так все гранично прозвучало. Как будто, я не знаю, Ольга Михайловна, надо было поздравить коллег, что у нас наконец-то впервые именно за несколько лет выделено оборудование школы будет. Это 3 ноутбука, многофункциональное устройство, фотокамера, видеокамера, да? Проектор и экран. И этим оборудованием будет пользоваться именно школьной библиотеки для проектной деятельности. Вы сможете реализовать то, что вы там задумали, хотя не у всех получилось это красиво нам рассказать, но мы уверены, что вы все-таки эту работу ведете, да? Что касается 3 комплекта мы распределили нашим троим лидерам, а 1 комплект мы решили еще дать время и распределить между 3 школами. Это вот Тункинская, Бурунгойская, потому что по техническим причинам, вы знаете, где они находятся, да? Кинский район очень далеко, не смогли сюда доехать. И Северобайкальский город, тоже далеко, они не смогли бы в любом случае не поехать, да? И поездка вышла подороже, чем все вот, поэтому они дошли там презентации какие-то, а вот Тункинская школа почему просим презентацию, потому что мы не смогли услышать в презентации Ольги Ивановны, да, здесь, вот, что все-таки будет реализовано в проекте. Может быть, ваши коллеги, которые там с вами вместе работают, да, сделают это. И вот 1 комплект какой-то из этих школ достанется. Поэтому мы всех вас благодарим все равно за участие и ожидаем, что все вот эти школы и победители в том числе предъявят свои результаты на конкурсе, на республиканском смотре конкурсе библиотек. И уже с реализованным оборудованием, с полученным оборудованием, с реализованным проектом. Все. Всем большое спасибо за участие.